Переходимо до новин. Відкриваю блокнот. Чат зупинений. Голова Луганської ОДА і Закарпатської холодний. Блин, ну дійсно холодный, так что печально. Аж не 2 страницы новостей получилось. Ну что, друзья, так, начнем с классики. Поясняем за название стрима. Название стрима 6 кадров. Помните эту передачу? Такой кринж, ну прям кринжатина. На-на-на-на-на-на. Такие там люди были эти несчастные. 6 кадров. Когда б не смотрел, никогда юмора не понимал. Но тем не менее, да. 6 кадров Трампа, обсуждение трамповских там этих потенциальных кадровых назначений. Ну, пока есть потенциальных, все-таки говорим, хотя он вроде устойчиво с ними определился, надо понимать, что он еще в правомощность-то не вступил, да, в должность, но тем не меньше. Ну, начнем, да, это название стрима об этом, но начнем мы с новости, не этой, а вернемся во времени к прошлому стриму, когда мы обсуждали, был или не был звонок Трампа Путину, потому что все начинается с звонков, все начинается со встреч, возможно, да, потенциальных в будущем. Но, тем не менее, звонок Трампа Путину, звонил или не звонил. Вот я вам тогда говорил, что склоняюсь к тому, что, походу, не звонил, потому что аргументы зыбкие у того, что звонил, анонимный источник единственный, причем говорил такому, ну, заангажированному медиа Вашингтон-Посту. Что-то у меня сегодня язык заплетается, я извиняюсь. И, скажем так, в подтверждение моей версии, что не звонил, кроме всех официальных заявлений, кроме отсутствия реакции Киева, который там упоминают как извещенную сторону о звонке, да, потому что важный вопрос дипломатический об Украине, только с Украиной. Но, тем не менее, да, в соцсетях Трампа официальных, со ссылкой на какой-то репортаж Fox News, там есть список, кому он уже позвонил, миллиарду людей он там позвонил, лидерам разных стран, своим дружбанам, но вот Путина там нет. Либо это совсем неформальную какую-то имело форму неформальную, да, либо такого звонка не было, что более вероятно, мне кажется. Но, тем не менее, я просто хочу дополнить свою прошлую мысль дополнительной аргументацией на этот счет. Да, ну, в общем, а что говорить непосредственно о договорнике, потому что, вы знаете, у нас последние стримы об этом, и оно неудивительно, как я сказал, ну, очевидно, основная тема для украинского суспільства, вплоть до, да, вообще на ближайшие полгода, видимо, надежды на договорняк. Ну, я бы сказал, что конкретный удар был по ним нанесен кадровыми назначениями, честно вам скажу, но это вопрос дискуссионный, и с вами хотелось бы на эту тему подискутировать, в целом услышать в том числе и ваше видение, хотя... На что я надеюсь? Но если говорить о том, что непосредственно о договорнике было сказано за эти дни, то ничего на самом деле. Все, скажем так, переливает из пустое в порожнее прошлые какие-то заявления Трампа, да. Хотя из этого делаются новостные заголовки, но из того, что я читал, да, там вот опять все пишут что-то со ссылкой на Associated Press, я открываю новость, а там опять 25, те же реплики с каких-то трамповских ралли, там про церкви, короче, которым 2000 лет, что русские украинцы надо остановить, и деньги неэффективно тратят. Ну, в общем, мы это все уже знаем, и в целом гоняют одни и те же мысли, они из пустого в порожнее, по-своему как-то там все время добавляя контекста, естественно, о том, какой Трамп дурак, идиот и вообще конченый. Да... Но тем не менее, давайте о кадровых назначениях. И по порядку, в общем, по порядку. А если по порядку говорить, то... Если по порядку говорить, то многие упомянули как важнейшую и заинтересовавшую их новость, неудивительно, потому что там фигурирует слово «Украина». Это новость о том, что, ну, я вам ее скажу в адекватной формулировке. Вы знаете, Fox News, со ссылкой на Fox News, это сейчас такой теперь основной, наверное, рупор вообще президента Трампа, да, то есть, понятно, республиканская медиа. Через него теперь обо всем мы узнаем, и важность его резко возросла. И тем не менее, Fox News сообщает, что Трамп скоро назовет всего лишь, да, должность обычная представителя Государственного департамента США. Ну, так, не знаю, можно ли сказать, что аналог Министерства иностранных дел в наших странах, но тем не менее, назовет представителя Госдепа по вопросам Украины, да. И тут искусство заголовка уже наших медийщиков, каких я только это диких формулировках не читал, и какие только это мысли в возбужденных мозгах украинцев, какие только догадки не вызывало. Я не читал, какие там кандидатуры, потому что мне эти фамилии ни о чем не говорят.
И понимаю, что важность этой роли, наверное, переоценивать не стоит на противовес всем остальным, например, на противовес, собственно, аналога министра иностранных дел, главы Госдепа. Но, да, тем не менее, в каких я только формулировках не читал. Значит, будет назначена должность ответственного за мир по Украине, который будет вести переговоры. Нихуя там ни слова такого нет. Будет вести переговоры с Путиным об Украине. И уже я читаю какие-то комментарии людей о том, что как будет вести переговоры с Путиным об Украине. Нельзя же об Украине без Украины. То есть то, что формально можно созвониться с Путиным и обсудить Украину, это, видимо, не считается. Но тем не менее, там я этого нигде не нашел, хотя читал вроде оригинальную новость Фокса на этот счет, просто обычная должность, обычное назначение, ну как, специфическое, да, но там нет ни слова о том, что это какой-то будет именно конкретно задача, переговорщик мирный, слить Украину, в общем, нигде там такого нет. Докрутили, реально докрутили, обычное назначение. Это отвечаю просто на то, что вас больше всего заинтересовало. Неудивительно, потому что заголовки туда как-то вклинилось и слово «мирный переговорщик», и с Путиным, который будет переговариваться. Да и уровень не тот, да, переговариваться с Путиным все-таки. Но тем не менее. Будет, наверное, висеть на трубе, будет опять делегация, Арахамия, вот там они будут крест-накрест сжать руки, и там на телевизоре будет висеть этот кадр. Да, ну в общем. Так вот, ближе к телу про кадровую стратегию, тем не менее. Тем не менее, да, кадровая стратегия, кадровые решения Трампа, даже не знаю, стратегию тут проглядеть можно, но тем не менее, кадровые решения Трампа, и это напрямую к заголовку стрима. Ну, пройдемся по кандидатурам, которые поназывали через этот Fox News. Так, ну, первое, что нас поразило, да, ну, по порядку, они тут так плюс-минус в хронологии, это Майкл Уолтс, советник будет по нацбезопасности. Сейчас это роль Блинкена, да. Это сейчас это роль Салливана. Да, сейчас это роль Салливана. Ну, в общем, советник по нацбезопасности будет, да. Такая типичная строчка в биографии многих назначений, это то, что военный. Человек военный. Человек военный... Вообще военный с таким сложным послужным списком, что, ну, видел и Крым, и Рим, и участвовал во всех американских последних войнах, агрессивных, каких только можно, там, и работал на Рамсфельда, ну, в общем. Ястреб. Ястреб. Ну, тут всех их плюс-минус объединяет то же самое, что объединяет республиканцев. Это такая, вы знаете, классическая внешнеполитическая стратегия Китая-центричная. Все на второй план, Китай на первый план, но сама все-таки роль, согласитесь, сама специфика биографии, да, человека, если брать во внимание какие-то заявления и критики всяких выводов войск и так далее, то создает образ такой, что... Ну, правду говорят, что это, наверное, вероятно, увеличит вероятность Третьей мировой войны. Все-таки люди... Ну, военщина. Ну ладно, давайте пройдем по порядку, а итоги как-то позже скажем. Ну, в общем, вот такой кадр, вот такой персонаж Майкл Уолтс, вот такой может быть советник по нацбезопасности, который будет выстраивать, ну, якобы, да, перспективно советовать военные стратегии глобальные Трампу, да. И вот такой штемп, что участвовал во всех таких диких войнах, каких-то страшно рискованных американских авантюрах международной политики. Ну вот. Вы знаете, я еще сразу, наверное, процитирую, это то, что не выдержал прочесть полную как бы характеристику, которую написал Economist для него. Но она у меня открыта. Почему я не начал ее читать? Потому что, блин, вот послушайте. The Economist пишет, что Майк Уолтс хочет, чтобы Америка сосредоточилась на угрозе со стороны Китая. Ну, я вам озвучил общий республиканский тренд такой. Не стоит, наверное, по нему каких-то делать глобальных выводов все-таки про Украину, но тем не менее, не стоит переоценивать, да. Но просто как начинается статья? Статья начинается с цитаты, вы только послушайте. Черт. Молодая афганская девочка лежала мертвой, а Майк Уолтс кипел от разочарования. Подразделение афганской полиции, работающее с зелеными беретами под командованием Уолтса, убило ребенка беспорядочной стрельбой в ответ на нападение талибов. Ну, типа вот так, да, и это он описывает в своих мемуарах, и, в общем, ну, такой человек пишет книги о войне, то есть, ну, представить, я сейчас скажу обывательским каким-то более языком, наверное, чтобы долго это очень не было, да, но, типа, представить,
чтобы они затерпели какой-то конкретный путинский плевок такой, да, в плане дипломатических торгов по Украине, ну, сложно представить. В то же время есть, конечно, фактор того, что, ну, китайцентризм, он, конечно, автоматически распространяет желание не допустить слияния Китая и России, да, Китая, России и Ирана в одну такую общую ось. Ну просто зачем, если этого можно как-то попытаться избежать? Очевидно. И вот вопрос, что из этого перевесит или э, как, собственно, они будут реагировать, да, потому что, ну, на мой взгляд, очевидная проблема договорняка — это как убедить Путина, как на него надавить. И, наверное, долгожданными, на которые возлагают такие огромные надежды, это через энергетику, обвалить цены и добиться. Это могло бы, наверное, помочь до войны, наверное, это был бы эффективный инструмент. Но когда она уже идет в полный рост, и причем довольно стремительно развиваются события на фронте непосредственно, то вряд ли получится отстреляться такой слабой мерой. Просто когда они там дождутся истощения какого-то критического российской экономики, не уверен, что тут будет уже чему помогать и за что держаться. Но это просто мои мысли на тему китайцентризма и, скажем так, советов Трампу от Майкла Уолтса в будущем. Да. Ну, в общем, вот такой классик республиканской стратегии китайцентризма во внешней политике. Ну а следующая, опять-таки, со ссылкой на Fox News все будет сообщаться, это сенатор-республиканец Марк Рубио. Марк Рубио возглавит Госдеп. Ну вот такой, да, понятно, должность, аналогичная министру иностранных дел, будет отвечать за внешнюю политику в администрации Трампа. И, в общем, этот Марк Рубио, он такой, да, фаворит Типати, как написано в его биографии. Да, ну, в общем, вот такой фаворит типа Team Movement, но при этом не изоляционист абсолютно, а вот как раз таких, не знаю, неоконсервативных позиций критикует решения во внешней политике американские какие-то, да, по выводу войск откуда-то. И причем вот с такого поинта, что они укрепляют всяких деспотов, да. Вывод войск из Сирии — это, скажем так, открыть дорогу к каким-то расправам над курдами. Ну, то есть мы понимаем американские интересы, их связь с курдами. То есть довольно интересно. И то же самое что-то он говорил и о нас, в смысле и о нашем конфликте. Но при этом все же верен общереспубликанскому тренду на решение. Но здесь все эти кадровые назначения, и за это в том числе демократы с демократических медиа, да, с демократических рупоров критикуют Трампа в том смысле, что все кадровые назначения и все эти фамилии — это все люди лояльные Трампу и лояльные были общереспубликанским разным голосованиям, да. То есть тут дело не в риториках, а дело вот именно в действиях. Но в этом смысле никогда не находил такую критику обоснованной и адекватной. То есть риторически она звучит хорошо, но не найдешь ты в мире, долго будешь искать. Это просто довольно глупая получается стратегия, да, особенно учитывая, как выглядели кадровые проблемы у прошлого трамповского кабинета, у прошлой трамповской администрации, с чем он столкнулся. В этом смысле понятно, чем он напуган. Но я к чему, что сама критика за то, что ты назначаешь лояльных, да, во-первых, из этого не следует, да, потому что, ну, сложно проследить здесь снижение эффективности, потому что у нас ротация, да, происходит. Одна политическая сила отдает другой оппозиционной политической силе власть. Но при этом я просто о чем говорю, что, ну, каждый назначает лояльных. Нелояльных обычно не назначают. Ну, это было бы странно. И я это все веду к тому, что такой аргумент не очень целесообразный. Вполне логично, что назначают тех, кто следовал вектору партии, да, кто вызывает доверие. И проследить, идет это в ущерб или не идет это в ущерб там, их эффективности, очень сложно. И можно было бы лишь после каких-то последующих назначений. Вот если там уже ты четко ощущаешь, как то было в Украине, да, с ее централизацией, ты ощущаешь, что все кадровые ротации, в них очевидно на первое место выходит лояльность, а не эффективность, лояльность, а не достижения какие-то там. Для этого нужно много времени, в общем, чтобы такие вердикты выносить. Но тем не менее. Ну, в общем, да, Марк Рубио, понятно, все такое, борец с плохим. Ну, да, там, папа-адвокат, я это вроде бы уже говорил. Много было разных противоречивых статей о том, что также он назвал кандидатуру, которая возглавит Пентагон. Это Пит Хексен. Пит Хексен военный, реальный, воюющий, тоже там горячие точки,
Человек, почему вызывает такие обсуждения бурные? Потому что лицо очень публичное и работало на Fox News. Это, конечно, сложный, тяжелый случай, но тем не менее горячие точки, был уже советником Трампа. Более того, пытал людей в Гуантанамо. Ну, в общем, пытал людей в Гуантанамо. Еще какие-то военные преступления в этих горячих точках. Очень интересная биография, вот такой потенциально глава Пентагона. Я к чему, что вот эти все суммарно кадровые назначения, да, ну, я уже ответил на тему того, что Трамп наставляет лояльных вместо эффективных. Пока что, мне кажется, довольно голословное заявление, но, опять-таки, из позиции демократов особо-то критиковать эти назначения и не за что, да. Получается только упираться вот в такой риторический прием, да. Но я сказал, это как там обвинять кого-то в популизме, довольно вещь такая, как риторика хорошая, но сама из себя сути в ней нет. То есть каждый назначает, конечно, лояльных. Было бы странно, если бы он назначал своих врагов, да, вместе с собой. Это был бы идиотизм. В общем, да, интересно тоже про непотизм. Не помню, кто обратил внимание на то, что враг Украины недавно засветился каким-то постом истории в Инстаграм, что на Зеленского падают деньги, и там написано, что когда понимаешь, что там скоро деньги закончатся. Трампа Джуниора никогда не назначили, чтобы избежать обвинений в непотизме, куда-то отправили там на денежные какие-то поля, в какой-то там фонд, ну, что-то, как это принято у американских президентов. Ну, это просто деталь на тему непотизма и врагов Украины, да, конкретно Трампа Джуниора. Хотя это, ну, опять-таки, враг Украины губами, да, реальная политика, она и внешнеполитические интересы США, они, конечно, заставляют подстраиваться. Ну, в общем, я все к чему вел, что люди, отвечающие за какие-то силовые решения во внешней политике, за стратегии во внешней политике самой большой и сильной армии в мире, с очень-очень-очень серьезной биографией получаются военной и не знаю, ну я не могу отмежеваться, может, от каких-то стереотипов про военных, но, блядь, книги про войну какие-то постоянные пишут люди, участвуют в каких-то пытках. Ну, мне кажется, характер у этих людей сложный и, ну, такой, наверное, как каждый из вас, если имеет каких-то знакомых, не знаю, друзей, офицеров, да, то мы имеем представление просто о типе таких людей, да, ну вот о каких-то, не знаю, милитаристах, военщине, да. И в этом смысле, мне кажется, такая черта характера, безусловно, будет выражена теперь во внешней политике США. Я это вижу так. Я это вижу так, и таким образом даже не могу сказать, что это аргумент в пользу договорняка. Скорее же нет. Вряд ли эти люди будут настроены на какие-то, скажем так, унизительные уступки во внешней политике. Просто исходя из того, как я представляю их портреты психологические. Ну вот, да. А представления, я уже сказал, на чем мои основаны. Безусловно, сейчас пытаются, ну, так или иначе, да, каждый при своем, и там, опять-таки, вещи, спонсирующиеся на деньги демократов, да, безусловно, разрывают какие-то цитатки из выступлений этих людей где-то, да. Каждый видит что-то свое, да. Там господин Любарский, например, ну и условно вот такой лагерь, там, еврейских дедушек, которые очень любят Трампа. Они одно видят, для них один и тот же человек, будучи сенатором, для разных лагерей один, ну, то есть часть людей берет до того, как поддержка Украины застопорилась работу парламента американского, там они пишут, что он голосовал за каждое решение. Люди, которые, ну, в лагере демократов и медиа, которые в лагере демократов типа Громадского, пишут об этой же кандидатуре, что пока он был в Верхней Палате, он голосовал против поддержки Украины. Это просто было на разных сроках, да. Ну, понятно, голосовал солидарно с партией и говорил так, как было модно, да, так, как было нужно политической силе, за что сейчас и дали должность. Но я часто говорю о том, что политика, суть ее, наверное, в этом и есть, да, это умело уместить теперь интересы США с настроениями электората и с обещаниями, которые вы дали электорату. Опять-таки, нужно уместить решения, нужно уместить какие-то реально политические решения, то есть не просто стратегии, а там, если это вопрос денег, выделения денег Украине, то это, ну, согласитесь, это очень сложно сделать, да, потому что ты обещал одно, а делаешь другое. Если это вопрос каких-то более сложных глобальных стратегий, здесь все можно сделать более размыто.
В общем, я все это к чему вел, что будущее становится более непредсказуемое. И как я читал какой-то допис, он полностью отзывается с тем, как вижу будущее я, что, наверное, действительно вероятность Третьей мировой войны, она стала ближе. Все стало более рискованно и вызывает вид менее продуманный. Просто, опять-таки, исходя из биографии этих людей. М, В общем, картина такая, что выйдет ли у них вот уместить все их китайцентричные стратегии, выйдет ли у них уместить в рамках этой же стратегии свое желание не сближать Россию с Китаем, выйдет ли это у них уместить с хотелками Путина, да, с наглостью Путина. Вот это большой вопрос, который, наверное, в целом и определит там ближайшие эти 5 лет. Вот. Но, в общем, вот такие пироги по этим назначениям. Да, ну и о продуманности вообще вопроса. Стоит отметить, что кроме прошлых заявлений, реально никто на должности не воцаряется с какими-то антиукраинскими репликами. То есть не было того, кто бы в своей речи о назначении написал, что ну все, наконец-то я пришел к власти и теперь солью Украину. Тоже это важно отметить, потому что ожидали плюс-минус чего-то такого, да. Ну, тоже я не упоминал этого, ну, не знаю, нужно ли. Есть много людей одиозных, да, окружающих республиканцев, там, Такер Карлсон, тот же самый Илон Маск, который участвовал в созвоне с Зеленским по какой-то, блядь, причине. Еще одна тема, да, врагов Украины. Вивек Рамасвами. Мутные люди, мутные рептилоиды. Я это не стал даже упоминать, потому что там какой-то, ну как я понял, декоративно-губной орган, да, такой политтехнологический, какой-то орган по контролю за финансами. Ну, короче, какая-то для меня вещь пока что непонятная и темная, и на эти, ну как я представляю это себе, медийные, скорее, декоративные какие-то должности назначат вот этого Илона Маска и Вивека Рамасвами куда-то туда, при том, что название у этого доги, блядь, по-моему, это какой-то полнейший кринж вселенского масштаба. Не, ну, то есть, может, задумка хорошая, но, по-моему, выглядит как полный кринж. Ну, поэтому я это даже не выписывал, из-за того, что, ну, нахожу это декоративным и отношусь тоже, сегодня уже спрашивали, будет ли аудит Украины, отношусь к этому тоже как к декоративным заявлениям, в смысле, когда Илон Маск реплаями отвечает на какой-то пост, что надо проверить там выделенные деньги Украине. Да, надо проверить. Ну, пиздуй на завод там у себя, проверяй тогда. Проверяйте у своих подрядчиков, там у Lockheed Мартинов и так далее. Думаю, там заебетесь вы проверять. Знаю, как это устроено в Америке, да, и знаю, какой вес эти компании имеют на американскую политику. А, да, еще знаю, сколько денег они выделили на кампанию Трампа, то, думаю, проверки быстро закончатся. Да, ну, в общем, демо дали. Следующая новость, потрясшая снова-таки украинский информационный простор, это новость о том, что The Economist сообщает нам о том, что в Киеве готовятся к выборам в 2025 году. Опа, приплыли снова одно и то же. Опять-таки, каждые полгода, наверное, ну вот циклично, информационный простор цикличен, но причем цикличен, вот реально с частотой полгода, да. Часто это отмечаю, что сколько я уже такого видел, и ведь ну да, суть манипуляции, что специфика политических сил в демократических странах, даже если сейчас в них как таковых электоральных процессов не происходит, да, нормальность течения вещей нарушена. Но специфика такая, что, ну, они постоянно существуют, как будто бы завтра будут выборы, постоянно идет политическая борьба и так далее, и так далее. То есть самой себя вот это утверждение, что в Киеве готовятся к выборам, оно-то верно, но оно верно всегда. Всегда все ведется так, будто бы готовятся к выборам. За исключением каких-то всплесков или падений. Поэтому начало войны заставило там, ну буквально всех обратить внимание на что-то личное, там, на спасение себя и так далее, и так далее. Дальше политика потихоньку расконсервировалась из-за ошибок во многом нашей власти в офисе президента. И, ну, все живут так, как будто готовятся к выборам. То есть, а в чем смысл критики политической? Конечно, чтобы укрепить свои позиции, да, и так далее, и так далее. То есть, само из себя, я думаю, вы поняли, да, утверждение не то, что ложно, просто, наверное, бессмысленно, потому что это нормальное течение вещей, да, подготовка всех к выборам, это норма жизни. Ну и неудивительно, что сейчас какой-то всплеск там в настроениях, и как-то поактивнее начали стелить себе соломку, потому что все-таки вероятность договорняка, реально, думаю, многие там, сидя в киевских, ну вот это в том числе написано в этой статье, экономисты, сидя в киевских всяких энделиках в ресторанах, где они там делюги мутят, да, в каких-то ишаках они сидят и за кофе, да, так, пришел Трамп,
Ну да, ну скоро договорняк. Думаю, плюс-минус как-то из такого они исходят. И, ну, может, чуть активнее, да, теперь думают о каких-то выборах чуть более осязаемо. Это абсолютно никак. Просто люди как-то ложно выстраивают логику, представляя, наверное, и наших политиков как каких-то... В Америке, блядь, не знают, что будет, однозначно не знают. Слишком много переменных. Но люди представляют так, будто бы наши, там, не знаю, топовые политики, там, условно, Порошенко, дотычнее напрямую до рептилоидного мира, мирового правительства, да, и уже им оттуда сказали, что будут выборы, будет договорняк, значит, и будут выборы, и они пришли потом, там, собрали партию и говорят, будут выборы, мужики, готовьтесь, мне рептилоиды уже сообщили. Люди ошибаются, и зря из этого выстраивают какую-то уверенность в будущем мире. Я не говорю, что его не будет, срок очень большой, я просто говорю, что вот этот аргумент не может быть аргументом сам из себя, да. Интересно также, что в той же статье со ссылкой на какого-то военного говорят, что Зеленскому всей правды абсолютно о фронте не говорят. И даже приводят такую интересную, такая там интересная цитата, такие интересные слова, что Зеленский не просто в теплой ванне, он в сауне. Он в сауне. И вот это я не знаю, правда или нет. Непроверяемо, но интересно, так или иначе. Следующая новость у меня тоже такая интересная, и, ну, наверное, тоже ее все воспринимают как то, что приближает договорняк и так далее, и так далее. Но я вижу в этом какой-то кризисный менеджмент, наверное, потому что мобилизация нужна, и, видимо, что она забуксовала. Забуксовала, что называется. Это то, что активно вообще и очень кучно, буквально в течение 3 дней, которые мы с вами не общались, активно депутаты правящей партии «Слуги народа» пошли в атаку активную на непогрішимі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на ТЦК. Я был в шоке. С такими заявлениями, вот вы, например, знали, друзья, что, оказывается, вот эта військово-лікарська комиссия, где проверяют, годен или не годен идти в армию, оказывается, она носит почти что декоративный характер. И на нее спущены разнарядки военкомами, что всех признавать нужно годными, кого поймали. Я был в шоке, когда читал, честно говоря. Я был в шоке. Точно так же, как и народный депутат от партии «Слуга народа» в эфире говорит, что ТЦК нужно не то что распустить, а судить за античеловеческие действия. Чего он имеет в виду? Наверное, парень насмотрелся российской пропаганды. Ну, в общем, вещь тревожная. Интересно, вынашивают ли они реально какую-то реформу этих ТЦК? То есть понятно, что мобилизация не прекратится, на мой взгляд. И тоже свидетельством договорняка я это не вижу. Вижу это свидетельством провала, да, данной концепции. Изжила себя и все поставала словами нарицательными. ТЦКшник, бусик, бусификация, нужно от токсичных. У нас умеют такой менеджмент, безусловно. Слова — это сила. У нас умеют такой менеджмент, как в свое время они военкоматы переименовали в ТЦК, а суть не изменилась. Возможно, также стоит, взад вернуться, да, все новое, хорошо забытое старое. Кто-то предлагал такую идею, что провести реформу и ТЦК переименовать опять в военкоматы. Да, суть чему, что интересно, какую, если и вынашивают, то есть не просто же это так. Если и вынашивают, то интересно, какую стратегию реформы они реально представляют себе. То есть она однозначно будет подразумевать силовую мобилизацию людей. Ну или иначе, я уже не знаю как. Или они уже завтра готовы сдаваться и точно будут сдаваться, либо я не знаю в чем. Если не будут сдаваться, то от силовой мобилизации отказаться в ближайший год, наверное, не выйдет. И в этом смысле она сохранится. Но, очевидно, будет ее какая-то косметическая перестановка. Интересно, какую форму она будет иметь. Пугает меня, когда они говорят о том, что собираются напрямую как-то, напрямую мобилизация в бригады. В бригады. Понятно, что люди это визуализируют как тот рекрутинг, там что-то типа... Я не знаю, может уже бригады будут привлекать, они сами будут ловить людей. Но это единственное, что можно представить на замен того, что есть. Либо просто ребрендинг того, что есть. Не знаю, в общем, они там тимчасова комісія по захисту прав військових. Какие-то там подают, в общем, решения, что-то думают, очень активно взялись, интересно. Я, честно говоря, как политолог всегда вижу такой момент, и вот то видео про российское государство, да, эту идею все время говорю, не стоит недооценивать, скажем так, финансовые интересы элит в странах, в условиях централизации власти.
То есть, если мы просто посмотрим, то очень удачно сбегаются карты, что очень много решений президентских расправ над разными финансово емкими в наших неадекватных условиях, ну, то есть с высокими коррупционными рисками, нишах очень много активных и резких решений, таких, ну, полуспонтанных, да. И в этом смысле я вижу ротацию, да, финансовую. Ну, то есть, наверное, там в верхах власти, да, условно в офисе президента, скажем так, в кругах людей, дотычных до принятия решений, да, есть люди, которые лоббируют какую-то ротацию вот этих, опять-таки, как я уже сказал, финансово емких на данный момент, да, органов с высокими коррупционными рисками. Ну, то есть, скажем так, люди там быстро богатеют, но надо и двигаться, да, и эти бенефициары все время продвигают какие-то решения, которые помогут им перетрубацию провести той или иной ниши с высокими коррупционными рисками. Я просто к чему, как я и в том видео про Россию говорил, который вас отсылаю на YouTube-канале, так и здесь, да, не стоит недооценивать этой интенции. Мне кажется, она во многих здесь случаях выступала, ну, одной из движущих сил таких разных реформ, там, СЕКов, ВЛК, МЛК, отмены броней и так далее, и так далее. Возможно, и здесь какая-то такая сила, в том числе где-то подсуетилась тоже своих людей куда-то приканифолить туда. Ну, в общем, вот так. Да, просто мои мысли на тему того, что, ну, как и учат мультики, надо делиться, и вообще. Ви знаєте, теж Financial Times смотрит нас. Financial Times написала про 2 пункта перемоги нашего мудрейшего лидера Украины, президента Зеленского, что они, оказывается, для Трампа и республиканцев. Ну, понятно, речь идет о 2 пунктах. Это заменить американскую армию в Европе украинцами, мощными вкраинчиками, и торговля украинскими ресурсами в обмен на помощь. Мы вам ресурсы, вы нам бусы, да, там условно. Ну, я сразу сказал, что хвалю за честность. Ну, сложно назвать это хорошим, да. Но в наших условиях вообще мало хорошего может появиться. То здесь хвалю за честность и прагматичный подход. Лучше все-таки честность и прагматичный подход, чем фантастика там про НАТО, хотя там это первым пунктом в плане перемоги. Но радует, что там это убалансировано, 2 фантастических пункта про там томагавки и НАТО, убалансировано, ну, вот такой реальностью. Ей можно там вооружиться в американском парламенте, например, или вооружиться республиканцам для своего электората, сказать, что ну мы там не просто так все чешем, там ресурсы, там все под ногами у них миллионы, и мы их получим, и армию нашу в Европе они могут заменить. Но я это тогда сразу выделял, и приятно, что к похожим выводам приходит и Financial Times. Не знаю, зачем я выписал новость о том, що пан Стерненко порозумівся з Сирським. Ну, порозумівся і порозумівся. И тут, наверное, подходит и волки сыты, и овцы целы, и гои прогреты, да. Ну, в общем. Ох, друзья, да, новость заняла особое место в моем сердце, потому что очень в свое время она меня потрясла. Новость тогда еще, ну, скажем так, начало нашей вот этого тяжелого пути Украины. Но тем не менее, вы знаете, семья народного депутата от «Слуги народа» Гены Косая скупила недвижимость и недвижки в Дубае на $1 мульт. Семья народного депутата от «Слуги народа», действующего депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Гены Косая, скупила недвижки в Дубае, элитных квартир, на $1 миллион. Позаписывал он их на своих родичей, и когда его спросили, он сказал, что родичи у него, ну, успешные люди, и он отчитываться за них не обязан, да. Вот. Чем известна эта фамилия? Откуда мы ее знаем? И, вероятно, откуда у него эти бабки? Знаем мы эту фамилию оттуда, что в свое время был очень крупный скандал в министерстве, связанный с Министерством обороны Украины, стоивший министру, на тот момент министру обороны Украины Резникову, стоившей должности. Скандал выглядел так, что, ну, вы его знаете, наверное, как скандал с куртками. Скандал с куртками. Вопрос в том, что, значит, закупались для Украины куртки из Турции, но как бы вот они были произведены как летние, да, но по дороге каким-то магическим способом из Турции они превращались в куртки зимние, и, соответственно, закупались Министерством обороны как зимние куртки по завышенной цене. Очень интересно, я тогда на это обращал внимание, когда был скандал, который стоил должности Министерства обороны, что да хуй с теми куртками. Не, ну куртки тоже очень плохо, да, куртки плохо, но под куртку что-то одеть можно, там, блядь, теплое,
свою куртку купить. Куртка недорогая и все-таки везде продается, как бы это, блядь, дико не звучало. Хотя, понятно, в летней курточке на морозе в окопе сидеть хуево, можно заболеть, простудиться и вмерти. Или что-то себе отморозить и так далее, да. Но самое страшное там было, и почему-то никто с этим не носился, это не куртки, блядь, а бронежилеты. Точно по той же схеме, точно в том же скандале, по завышенным ценам, по такой же абсолютно схеме, приезжали бронежилеты. У бронежилета по дороге рос класс защиты, и он закупался Министерством обороны как бронежилет с завышенным классом защиты. Нужно ли говорить, что потом этот бронежилет оказывался на солдатах? Наверняка некачественный, и самое главное, с заниженным классом защиты. Хотя, понятно, должен быть такой, а давали другой. Об этом почему-то не вспоминали, носились с куртками, наверное, решили, что это сильно токсично. За все это отвечала одна и та же контора. Схема какая? Делается это в Турции, через фирму-прокладку в Турции нагоняется цена, да? Эта фирма уже пишет, что это зимние курточки, пишет, что это бронежилет с высоким классом защиты, все это приезжает в Украину, Минобороны платят бабки. В чем суть? Фирма, это прокладка в Турции, да, ее как бы бенефициаром является этот самый сраный Геннадий Косай, народный депутат от «Слуги народа», от президентской партии. Для него эта история прошла абсолютно бесследно. Ну да, чуть упоминалась его фамилия. Все. Ни складывания мандата, ни дела никакие нигде. Тишь, гладь. Человек, бля, вы вдумайтесь, народный депутат, зараз дотичний до, ну, написания законов, по которым мы живем с вами, да. Человек занимался тем, что, ну, буквально осознанно из финансового интереса, ну, завышал наши потери на фронте, убивал наших солдат. Ну да, косвенно всего лишь завышали они класс защиты бронежилетов. Ну да, косвенно всего лишь сраные курточки они выдавали летние за зимние. Тем не менее, министру обороны, вопрос политической воли, лояльности, министру обороны тогда это стоило должности. Для этого человека это прошло бесследно, и деньги его даже не отнялись. Ну вот, эти бабки, в общем, за время войны он скупил эти квартиры, эти бабки, очевидно, на крови наших солдат. Он, извините за такую риторику, я понимаю, что, наверное, она, ну, наивная и как-то звучит пошло, но тем не менее, да, за эти деньги на крови наших солдат, ваших родственников, друзей, эти бабки он благополучно вложил в недвижку в Дубае. И все охуенно, главное у него, вот что меня убивает. Ни преследований никаких. Не то, чтобы эта новость там на каждой першей шпальте новин была. Тишь да гладь. Это вам не Гринкевичи, ни ничего. Тишь да гладь, потому что только остается задаваться вопросами. Ну, вот такая в целом справедливость. Я эту новость выписал, потому что очень тогда на это тоже активно обращал внимание, тыкал пальцем, что ну вот хорошо, министр обороны, да хуй с ним, а вот этот народный депутат, блядь, который владелец фирмы, он еще и, по-моему, член оборонного комитета параллельно. Ну, в общем, полный трэш. Вот такие новины, да, но это еще не все, вы знаете. Тоже я помню, как мы долго с вами рассуждали на тему Вовиной тысячи. Ох, это Вовина тысяча, не переживайте, друзья. Идеи с повышением налогов, идеи там то нема грошей, то срачка, то болячка, не переживайте. Украина уникальная страна в мире, у нее два бюджета. Один он из иностранных денег, второй он из денег украинцев. Ваши деньги ни при чем. У нас нашлись излишки американских денег там каких-то, ну, в общем, денег западных партнеров, европейских. Из них Вовина 1000 будет, не переживайте. А то они сгорят. Такая идея, что оказывается, да, известный вам человек, который, помните, в парламенте, где Стефанчук смеялся, она говорила на многочасовом докладе каком-то, да, бюджет она тогда представляла, и задавали вопросы, ну просто спамили вопросами Гончаренко, она говорила, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Да, Роксолана Підласа, это член, глава бюджетного комитета в парламенте, сообщила нам о том, что, оказывается, Вовину 1000 выделят из фонда безработицы. Потому что там нашлись лишние деньги. И я напомню, это те люди, которые там вот на разрыв жопы все время кричали, что, блядь, сколько можно класти цю ебану бруківку? Сколько можно там в регионах хуйней маяться, стадионы строить? У нас тут, блядь, на дроны копейки не хватает, они раскидываются бабками. Ну, хорошо, тут, видимо, это не считается все-таки и 1000 ж, да, и не стадион. Но, тем не менее, это вопрос к экономистам, я не экономист. Да, друзья, ну тоже наблюдал краем глаза мельком и выписал тоже в 2 строчках. Это то, что рассматриваются кандидатуры и ходят слухи какие на замену посла Маркаровой, да, которую республиканцы просили снять.
рассматриваются кандидатуры на пост нового посла в США. Ну, как положено, все кандидатуры, которые там есть, это люди буквально замы Ермака, люди из офиса президента. Кто-то рассчитывал на что-то другое. И один кадр отличается, дипломат, великий искусный дипломат, хорошо и тонко чувствующий искусство дипломатии, господин Мельник, Андрей Мельник. Кто помнит? Андрей Мельник нам запомнился, ну, только, блядь, скандальными заявами. Например, где он назвал Шольца колбасой вроде бы. Да, ну, надеюсь, что Трампа он колбасой называть не будет, потому что, ну, Шольц, может, и затерпит, он все-таки человек интеллигентный, но вот если он Трампа будет плохими словами называть, то, может, блядь, нас будет реально ждать расправа какая-то. Я бы не удивился. Так что, ну, держу в курсе потужности нашей дипломатии. Андрей Мельника его называют, потому что он вроде как имеет хорошие отношения с Сивохой, да, вот этим, забыл как зовут, ну, новый министр иностранных дел, пришедший на смену Кулебе, тоже лояльная фигура Андрею Борисовичу. Ну, то есть, так или иначе, все фигуры это как бы какие-то там связанные с Андреем Борисовичем, да. Ну, в общем, вот такие дела. Выглядит все это пугающе. Да, ну, тоже выписал новость. Вот это, да, последнее тоже обсуждается. Мовный активист из Одессы. Гомосексуалист. Буквально персонаж из номеров «Файної України» про геїв-націоналістів. Ну вот, гей-националист, мовный активист из Одессы стал жертвой бусификации. Еще и негуманного обращения с собой, пытки российской музыкой в бусике. Не знаю даже, что тут комментировать, нужно ли с этого смеяться. Очень смешно Арестович написал про вот эти повороты и уже ебут Федота. Мне нечего добавить, ну, не знаю, что тут еще сказать. Иронично ли это? Ну, наверное, иронично, но я не знаю. Просто он такой кончалыга, что не вызывает эмоций. Абсолютно, правда? Не вызывает эмоций. Больше эмоций, наверное, вызывают вот эти люди, которые в ТЦК работают, и сейчас вот над ними какие-то тучи сгущаются, признать их всех виновными во всех грехах и отправить на фронт. А до этого представьте, как они, ну, если было чему, терзались, да, по совести, что вот мы сейчас бусификуем, ну, зато не на фронте, и там, и так далее, и так далее. А все равно держава над ними расправу-то совершит, походу, да, ну, в плане вынашивает ее, по крайней мере. Это как бы ситуация куда более сложная, чем вот это. Да. Ну, тоже одна из новостей, которая меня улыбнула, это потенциальный кандидат в канцлеры от христианских демократов Фридрих Мерц, да, с таким громким заголовком где-то вышла статья, но она чизапоеволена, я ее не нашел, я ее не читал, только перечитывал уже цитатами, и там присутствует такое, что, значит, как он станет канцлером, то он даст Путину 24-часовой ультиматум. Или Путин заканчивает войну, или он, Германия, передает Украине ракеты Таурус и разрешает бить по России. Великий мыслитель, я не знаю, вряд ли войну так можно закончить. То есть надо понимать, что и вряд ли они это сделают. Вряд ли они это сделают, просто исходя из стратегии всех европейских стран. Это ждать, пока там США решит, а потом уже типа может действовать. Ну и даже если это отбросить, просто сам юмор, зная, что 300 раз они нам сказали, что у них 3 там этих ракеты на всю Германию и так далее, и так далее. Ну, в общем, это просто, наверное, новости из разряда юмора. Не, ну, может, это должно нас подбадривать, что все-таки парень воинственный, хоть и фантаст. Ну и последняя новость тоже многих заинтересовала, она точно запоеволена, поэтому я ее не читал. Это то, что The Times, газета, сообщила, что Украина может сделать, вот жаль, что она запоеволена, вы знаете, потому что там очень интересно. Украина может сделать элементарную ядерную бомбу. Какая это такая элементарная ядерная бомба, я не знаю. Не знаю, блядь. Ну реально не знаю, но тем не менее, элементарную ядерную бомбу за пару месяцев, если Трамп остановит военную поддержку Украине. Самое смешное, что это со ссылкой на Министерство обороны Украины. И мне так интересно узнать, типа, ну, наверное, на анонимный источник, но было бы здорово, если бы нет. Если бы нет. Ну, я не знаю, это тоже новость из разряда юмора.
В общем, все такие новости, я надеюсь, я донес какие-то свои мысли, что хотел сказать. Пытался как-то объяснить противоречивость и сложность, но не подобрал нужных слов, реально. Противоречивость и сложность вот этой кадровой политики трамповской, которую он сейчас нам показывает, особенно в плане вот этого блока армейского, да. Все не так, как может показаться, и не стоит эту картину упрощать, в общем. Я понимаю, что каждый увидит, что захочет, как я приводил тот пример там с Любарским и Громадским, да. Буквально об одном человеке могут абсолютно разные выводы сделать, но мне кажется, что то будет упрощением и никуда не денется. Там главная задача политики — это удружить все вместе. Обещание американскому народу и свою, скажем так, политтехнологическую конструкцию основную, да, там и про эффективность распределения бабок, и про внешнюю политику, и интересы США. Ну, то есть, короче, там наебать не сделать, там наебать не сделать. В общем, основные задачи политики понятные. Тут нет месту таким упрощениям. Вызовы очень серьезные, а кадры явно видно непростые и очень крутые, что называется. Как крутой поворот, да. И это, скажем так, ну, будущее нас ждет интересное, точно не скучное. В общем, друзья, вот так закончились новости. Вот такие положники дел. Пишите свои мысли обязательно, поделитесь вашими доповненнями. Як завжди, как всегда, ложные надежды возлагаю на то, что выйдет с вами раскрыть мысль более полно. Вообще, напишите, как вам новостной блок наш, потому что готовился за последний час, честно говоря. Как-то удружить все. Ну, в общем, вот так. Я сейчас приду и начну читать чат, простите. Нужна стрімерська повинність, да я і так работаю, не розгибаюсь на вас. Дякую також людині, яка підтримала мене поза трансляцією. І написала, що стріми за крайні тижні були довгі і цікаві, дякую за них. А що казали до останнього українця? Так і буде, 3 жінок уїхали в Європу, це і є деградація. Да-да. Нахуя нам жінки? Нет лучше влагалища, чем очко товарища. Там вышла статья на Time, что Украина ебанет ядеркой, США откажется помогать. Хуядеркой. Я теж доню виключно своїм друзям, а то ці 30% на утримання фонду якось зажирно. Да даже дело не в этом, даже дело не в том, что зажирно, хотя зажирно, я бы той роже ни копейки, блядь, бы не дал. То есть варю, а пробы нема де ставить, видно ж, блядь. Просто тут даже другой момент, що просто у немедійних людей без зв'язків нет, блядь, ніяких шансів реально где-то надибать гроші. Ну от хоч стріляйся, хоч щось продавай, щоб одеть там ту каску купить, блядь. Такой же хуй, как и блогер Луганский, вещает из не Украины. Кто, ты? Чи кто, блядь? Ёбнулся. Хотелось бы, блядь, вещать не из Украины, но... Пам'ятай, чужинець, тут господар українець. Марк Рубио, да, они слоны американские. Американские, трамповские. Так еще в 2018 году он, их эксет, выступил на конференции Ауруц Шева, израильского религиозно-сионистского 7-го канала в Иерусалиме, где прямо заявил, нет никаких... Да, помню это выступление в 2018 году, когда он на Аруц Шеве, израильском религиозном сионистском 7-м канале в Иерусалиме, сказал прямо, что нет никаких причин, по которым чудо восстановления храма на храме горению. Я тогда охуел. Військові у політиці це топ, да, это, блядь, мечта, конечно, полная. Ха-ха-ха. Це топ-топешник, увидишь, блядь, когда будешь на дровах жарить вот это рагу из белки, как в Fallout, попомнишь потом. Не, ну я просто не говорю, что это или хорошо, или плохо, не могу сказать. Думаю, что это специфически, вот что могу сказать. Рама с вами не рептилоид, а индус, а ты докажи, я думаю, это такой скин. Вы знаете, как вот в Vice City, в одном из переводов в Vice City, который был у меня, когда я игру проходил, меня так это пугало в том возрасте, что там именно скины, а там в игре скины можно было менять. Называлось в меню не скины, а шкурки. У меня, походу, украинское мовило шкурки. Думаю, какие, блядь, шкурки? Открываешь там один скин Тони, да? Шкурки. Какие шкурки? Почему с точки зрения ОП не провести бы сначала парламентские выборы? Как по мне, неплохая заставка для президентских выборов, а их можно уже отложить до конца войны. Ну, блядь, потому что в парламенте после самбо будет. Зачем из монобольшинства делать, хуй пойми що. Перейменуть в рекрутингові центри і все. Ну, може і так. Може і так. Більше не буде соціальної підтримки. Буде, але в іншій формі. Вон, воєнком
Блять, воєнком Печерського району, коли узнав цю новость, аж застрелився. Треба віддати бригадам певні території для полювання, ну і весь негатив перекладуть на армію. Ну, я не знаю, я не берусь говорить, просто пытаюсь рассуждать. А как оно, ну, может и так реально. Боюсь, в США нас ждут похожие условия. Где в США? Кого нас? Это странно, потому что в Америке бытует мнение, что сторонники Трампа более изоляционистские. Ну, неудивительно, что оно бытует, исходя из их риторики, да? Из риторики их медиа и того, за что они там критиковали так или иначе демократов. Но я же говорю, от внешнеполитических реалий никуда не деться. И вот, ну, вопрос, как мне кажется, в том, выйдет ли Путину вот разворошить их милитаристское такое. Выйдет ли ему их реально обидеть, спровоцировать как-то. Не, я видел где-то такие мысли, что Киеву сейчас надо все активно там бомбить, блять, все, что можно и нельзя, чтобы Путина спровоцировать на какие-то такие, скажем так, вещи, что Вашингтон поставит в неудобное положение. Но я тоже хуй его знаю. Гена, актер Мосфильма, это все Ипса. Коса еще фигурировал в деле о продаже движков для вертолетов с Мотор Сич в России во время войны. Блять, ну я же говорю, бабки так и липнут. Закон про підвищення податків ще не підписаний. Та да, не підписаний. Я що сказав, що підписан? Это как долгое время закон про снижение возраста мобилизационного до 25. Ну да, блядь, лежал на столе президента. Мне было спокойнее, если бы он бы не был заголосован парламентом. Я пропустил, Мельника того назначили послом в США, это очень потужное было бы решение. Нет, такую кандидатуру только называют как потенциальную. Баварской колбасой, ну да. О нет, лучшие из лучших подвергаются репрессиям. Ты представляешь, сколько лет проходит, а україномовні все під ганеннями. То саме крінжове те, що цей мовний активіст в Трец, блядь, як ті Трец хто-то читає реально, доказував, що бусифікації буквально не існує. То все ІПСО, кляті ухилянти. Ну я же говорю, он такой кончалыга, что то, что с ним происходит, оно даже не знаю. Ну, блядь, не вызывает уже никаких эмоций. Он абсолютный, блядь, кончалыга. Давай купим Paywall, почитаем, сколько стоит. Я закину. Блядь, они того не стоят абсолютно, эти говнососы, реально. Они не стоят тех денег и их материалы. Мне и самому там было бы не жалко, если бы стоил материал денег. А анонимный источник из Министерства обороны Украины сказал, что мы построим ядерку. Ну, ебать его, не стоит оно того абсолютно. Я не хочу платить за их хуевую фантазию бабки абсолютно. Я извиняюсь, друзья, реально была причина достойное опоздание, потому что носил шифер и терсоплиту, еще ее резать и качкам сарайчик утеплять. Ну, пока непонятной причины войны, не получится обсудить перспективы. Ну как, блядь, нахуя нам такие сложности, если понятно, что разница интересов серьезная. Она, ну, вроде не устраняется, да? Как ее устранить, непонятно. Если перестанет быть выгодно поддерживать Украину, то они перестанут в момент. Ну, это вопрос, что такое выгода. Что скажешь насчет плана победы Зельбобе? Отдать ценные ресурсы и использовать наши войска для обороны Европы. Такое предложение было якобы Трампу. Пацаны, вы на приколе. Вы, пацаны, Так, короче, у нас есть на YouTube хайлайт, который называется «План перемоги». Там мы, как те школьники, которые сидят то на кровати и жестко рассуждают, четко анализуем план перемоги. Там я все сказал. Спасибо за честность, но хорошего сейчас вообще мало. Было бы странно, если бы в таких плохих условиях он что-то сказал нам вообще, да, царское. Хорошее, да. Мы победим, я всем раздам, блядь, по не 100, а 500 гривен. Это не поможет нам, да. Так что не стоило на такое надеяться, поэтому из плохого, чтобы выйти, только сложные решения и есть. А насчет того, серьезно к этому относиться или нет, я думаю, нет. То есть вопрос ресурсов и ценностей их, он преувеличен реально. Ну, то есть это, конечно, аргумент электорату, парламентский аргумент, все что угодно, но во внешней политике, конечно, дороже стоит сама политика, потому что ее за ресурсы хер купишь. Тем, что в фоксовской статье имеется в виду кабан по мирному урегулированию, так что наши СМИ не так уж сильно ну, мне кажется, закрутили все-таки. Ну, просто, не знаю, выдумать должность. Понятно, что вопрос мира, и они об этом говорят, договоренности, посадки за стол. Но то, что есть должность именно ответственной за мир в Украине, будто бы ее создали. Ну, ось в Чилі були військові у владі, мінуси будуть, да, будуть, блядь, ну, а людей угандошили. Не хотел бы, чтобы у нас людей еще сверх того гандошили. Понятно, что пользы никакой не будет, блядь.
А если, да, с такой связью с США, как была у него, блядь, то, ну да, мне любой сойдет, только чтобы так же хорошо все было. Ну, уже контекст не тот, ни холодной войны, и Россия, не СССР. Я згоден, що паркетні, якраз якщо лучше уж, блядь, паркетні. Я за тих, що реально пройшли війну. Думаю, навпаки, бля, пацаны. Который раз опять каждый день, дважды в день заводится эта телега про ветеранів у політиці. От они прийдуть і нас спасут. Комдор, ты тут? У меня нема сил ничего на это уже отвечать, блядь. Ну вот, друзья, просто без контекста советую вам, читайте, в Твиттере активно представлен. Да хоть и тот брат Пушилина, да, блядь, Овчаренко. Или вот, например, Сыморос, да. Человек на войне ногу потерял, нахуй. Ну, почитайте просто, сделайте выводы. Блядь, такое чувство, будто бы что-то из этого, оно отменяет общечеловеческие какие-то, ну, те качества, которые есть у всех остальных политиков, те интересы, то все, те правила, по которым наша политика живет. Короче, я наивностью убит всегда такой. Давай, может, статейку Times почитаем, хочется ядерного угара. Перецитирую ее в Телеграме, просто напиши, ну, всю скопируй, встав, и будет тебе статья. Не, я не знаю, что там написано, это я так предполагаю, Макс Аксьонов, що там анонімний істочник. Може, під військовим у владі люди розуміють Арестовича, може. А, боже, а постійне інтерв'ю з військовими і їх мислі касательно судьб Родины. Хоть стой, хоть падай. Там, как не послушаешь интервью военного, то слушаешь охуенные технологии государствостроения от авторитаризма до анархокоммунизма. Там есть и трезвые мысли у некоторых людей. Ну, реально. Но это нам лишь говорит о том, что ну, это ничем не отличается от обычного суспільства. Типа большинство как бы, ну, есть и трезвые мысли. Да, ну, я не знаю, нема сил повторяться на этот счет, и лучше повторяться, не будучи в Украине вообще на этот счет, так что сами понимаете. Так, друзья, открываю статью и читаю ее полностью. Сейчас мы узнаем, как нам создать, ну, точнее, как планируют и кто планирует создать примитивнейшую ядерную бомбу за декілька дней. Реакторы есть у нас. Ядерная дубина-то, да, присутствует. Ядерный вариант Зеленского. Украина в нескольких месяцах от бомбы. Представьте, читаешь это в условном 2016 году. Ядерный вариант Зеленского. Это номер квартала? Погодите, это реальность? Ядерный вариант Зеленского. Украина в нескольких месяцах от бомбы. Киев может быстро разработать рудиментарное оружие, подобное тому, которое было сброшено на Нагасаки в 1945 году, чтобы остановить Россию, и США сократят военную помощь. Ну, во-первых, ну давайте просто как-то, блядь, ну я и хуй знает. Ну вот, во-первых, да. Ну, на США, блядь, ну США сбросили на Нагасаки. Но я, кстати, где-то видел такую карту, да, что как бы Америка, ну, невозможно было с Америки долететь до Японии, потому что нужно было лететь через Атлантический океан, через всю Европу, через Россию, через Китай, тогда не было такого самолета. Ну, то есть, что как бы тоже заставляет задуматься, может, это и фальсификация или что-то другое. Но тем не менее, да, если серьезно пытаться говорить, ну вот были самолеты тогда, да, скинул бомбу и все просто. Из бомбы тоже есть свободно падающие, но вопрос того, что носители, да, носители и средства ПВО сильно шагнули вперед. Я просто все веду к тому, что самолет и бомба, да, как средство, самолет как средство доставки, бомба как само ядерное оружие, уже устаревшая концепция. Украина не выйдет просто полететь и сбросить так бомбу, да, то есть надо носитель для этого. Ну ладно, тим не менш, это уже мелочи. Ну это просто думаешь над статьей. Нагасаки. Ну, я уже говорил, когда мы разбирали план перемоги, что ну, идея вообще дрон поляныца ядерный, да. Украина может разработать рудиментарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи США, ну, в смысле, давать военную помощь Украине. Говорится в информационном документе, подготовленном для Министерства обороны Украины. Охуеть, так это еще и утечка из секретных документов украинских, да.
с воздухофлотского. Вот так вот, нах. Страна быстро сможет построить базовое устройство из плутония с технологией, аналогичной бомбе «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в 1945 году, говорится в докладе. Создание простой атомной бомбы, как это сделали в США в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей, и 80 лет спустя говорится в документе. Ха-ха. Ну дают. Нет, ну слушайте, вот технологически опять-таки. Ну, я думаю, мы все там, ну, наверняка с вами, так или иначе, в рамках музыки для сна, музыки, под которую удобно ебсти чугун, наверняка слушали лекции там, ну, я не знаю, возможно, у Солонина есть такая лекция. Наверняка кто-то в жизни точно слушал лекцию про эти американские бомбы, как они были созданы, какие там были проблемы со взрывателями, чтобы они синхронно срабатывали. Я к чему, что, ну, разве там как-то кардинально поменялась технологически вообще структура вот ядерного оружия? Я понимаю, что современное ядерное оружие секретно, но, по-моему, те сложности, которые были, они так и остались, и для Украины они все так же актуальны, да, требующие такой добротных промышленных потенциалов, которых у Украины вроде как нет и не предвидится. А если они попытаются быть созданы, понятно, что на них отреагируют быстро, вероятно. Да, и мы, ну, каждый вечер видим, что проблемы будут их защитить это. Может, мы так плохо, пацаны, живем, потому что все бабки собираются и строится подземный завод для ядерной бомбы? Я часто об этом думаю. Куда-то ж бабки пропадают. Создание простой атомной бомбы, как это сделали в США в рамках Манхэттенского проекта, не было. Не было бы сложной задачи и спустя 80 лет. Но было бы странно, если бы это стало сложнее спустя 80 лет, говорится в документе. Не имея времени на строительство и эксплуатацию крупных установок, необходимых для обогащения урана, Украине военного времени придется полагаться на использование плутония, извлеченного из отработанных топливных стержней, взятых из ядерных реакторов Украины. Взрыв атомной бомбы «Толстяк», сброшенный на японский город Нагасаки. Прикол. Блеснет над русскими снегами, богами. Расщепленный атом. Такое, да? Ну и всегда вспоминается этот анекдот про вот это. Представьте, как в Баку уебало, да? Украина по-прежнему контролирует 9 действующих реакторов и обладает значительным опытом в ядерной... Ну тоже, я не физик совершенно, да? Может, оно так и есть. Украина по-прежнему контролирует 9 действующих реакторов и обладает значительным опытом в ядерной области, несмотря на то, что в 1996 году она отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире. В сообщении говорится, вес имеющегося у Украины реакторного плутония можно оценить в 7 тонн. Значительный арсенал ядерного оружия потребовал бы гораздо меньше материалов. Количество материала, достаточного для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн. Такая бомба будет обладать примерно 1/10 мощностью толстяка. Толстяк это же из Fallout, кстати, заключают авторы документа. Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточенные военные, промышленные или логистические объекты. Точно, ядерная мощность будет непредсказуемой, потому что в ней будут использоваться разные изотопы плутония, сказал автор доклада Алексей Жак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины, Государственного исследовательского центра, который является консультативным органом при президенте и Совете национальной безопасности. Бля, я не пойму, это документ публичный, что ли? Но если публичный, то, наверное, он носит какой-то формат типа научно-популярной статьи, да? Тут есть ссылка, но я боюсь нажимать. Боюсь нажимать. Но нажму. Открыть в новом окне. Сейчас, пацаны, грузится. А, не, это просто новости с тегом Украина на этом Таймсе. Жаль. Плутоний должен быть взорван с использованием сложной конструкции обычного взрыва, который должен происходить с высокой скоростью детонации волны одновременно вокруг всей поверхности плутониевой сферы, говорится в докладе. Да, я тоже смотрел, это у Солонина было, не иначе. Согласно брифингу, технология сложная, но она находится в пределах компетенции Украины. В прошлом месяце президент Зеленский заявил, что он сказал Трампу, что Украине понадобится ядерное оружие, чтобы гарантировать безопасность его страны, если ей не позволят вступить в НАТО. Во-во, я просто к этому и веду, об этом только мои мысли и есть, что ядерное оружие... Это, бля, не инструмент войны, это инструмент сдерживания от войны. А она у нас уже идет. Ну, мы предположим сценарий, что она у нас появилась, мы его сбросили на какую-то сраную авиабазу. И что потом, блядь, будет с нами, да? Очевидно, что потом все сгинет в ядерном пепле у нас. И что мы этим добьемся, да? Это был бы совершенно другой разговор, если бы оно у нас было до войны.
И мы бы сказали, вот смотрите, начнется война, мы на Москву уроним ядерную бомбу, дрон Поляныця прилетит с ней. То тогда бы они задумались, потому что это, скажем так, и, скажем так, на них бы лежал шаг, да, ответственность за этот шаг. А теперь, ну, как бы не очень удачно получается. Это, мне кажется, основной недостаток всех вот этих стратегических, там, не ядерных, или в этом случае ядерных, сдерживаний. Сдерживать уже нечего. Позже Зеленский заявил, что имел в виду отсутствие альтернативных гарантий безопасности, а украинские официальные лица с тех пор отрицают, что Киев рассматривает возможность ядерного перевооружения. Ну, правильно делают. Документ, опубликованный Центром исследования армии, конверсии и разоружения влиятельным украинским военным аналитическим центром, был представлен заместителю министра обороны страны и должен быть представлен в среду на конференции, в которой, вероятно, примут участие министры обороны и стратегической промышленности Украины. Он не одобрен киевским правительством, но устанавливает правовую основу, в соответствии с которой Украина может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия ДНЯО, ратификация которого была обусловлена гарантиями безопасности, представленными США, Великобританией и Россией в Будапештском меморандуме 1994 года. В соглашении говорилось, что Украина откажется от своего ядерного арсенала из 1734 стратегических боеголовок в обмен на обещание защиты. Нарушение меморандума со стороны обладающей, под честное слово, нарушение меморандума со стороны обладающей ядерным оружием Российской Федерации дает формальные основания для выхода из ДНЯО и моральные основания для пересмотра неядерного выбора, сделанного в начале 1994 года, говорится в документе. Российские войска набирают обороты по мере продвижения в Донбассе на востоке Украины, и Трамп пообещал сократить военную помощь, если Киев не согласится на мирные переговоры с Путиным. Советник Трампа Брайан Ланса, от которого открестились, ну тут погнали, блядь, манипуляции какие-то капитальные, что Украине придется отказаться от Крыма. На этой неделе Дональд Трамп-младший надсмехался над Зеленским, написав на Ха: вы потеряете свое пособие через 38 дней. Ну все, да, походу, да. Украинские войска, ну, полный кринж, в общем, да. Статья данная. Украинские войска сильно зависят от американского оружия, и любое сокращение потока западного оружия в страну, не говоря уже о полном сокращении, будет иметь катастрофические последствия на поле боя. Это побудило украинцев искать способ взять дело в свои руки. Вы должны понимать, что мы стоим перед экзистенциальным вызовом. Если русские захватят Украину, миллионы украинцев будут убиты под оккупацией, сказал Валентин Бадрак, директор центра, выпустившего газету. Есть миллионы людей, которые предпочли бы встретить смерть, чем отправиться в ГУЛАГ. Как говорится, я лучше рискну, да? Бадрак родом из Ирпеня, где оккупационные войска. Где оккупационные русские пытали и убивали мирных жителей, а за ним охотились войска с приказом убить. Западные эксперты считают, что Украине потребуется не менее 5 лет, чтобы разработать ядерное оружие и подходящий носитель. Но Бадрак настаивает на том, что Украине потребуется менее года для создания собственных баллистических ракет. Через полгода... Я, кстати, не смотрел вот этот фильм Нолана. Забыл, как называется. Ну, про бомбу, про проект Манхэттен. Может, он им вдохновился. Через 1,5 года Украина сможет, тоже сидел голый, там курил, но я только этот кадр из фильма видел. Через полгода Украина сможет показать, что у нее есть возможности баллистических ракет большой дальности. У нас будут ракеты с дальностью 1000 км, сказал Бадрак. Ну, может, и будут. Ицхак и Бадрак утверждают, что если США откажутся... А что за Ицхак? Не знаю, что за Ицхак. Что если США откажутся от Украины, Великобритания может выполнить свои обязательства по безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом, помогая Украине разработать ядерное сдерживание, учитывая, что у нее нет обычных средств предотвращения захвата России и Украины. Ицхак считает, что порогом для разработки программы ядерного перевооружения может стать выход путинских войск в Павлоград. Военно-промышленный центр, расположенный, это уже, слушайте, ближайшее будущее, расположенный примерно в 6 милях от нынешней линии фронта. Кроме того, существует риск того, что некоторые из крупнейших городов Украины, такие как Днепр и Харьков, могут пасть до того, как оружие будет разработано. Я был удивлен тем благоговением, которое Соединенные Штаты испытывают к ядерной угрозе со стороны России. Возможно, это стоило нам войны, сказал Ицхак. Они относятся к ядерному оружию как к какому-то богу. Так что, возможно, и нам пора молиться этому богу. Не сотвори себе кумира. Лучше молиться Богу одному. Нету никого, кроме Бога одного. Не удивлен, что они боятся. Вопрос рисков, да? Вопрос, за что рисковать ядерной войной. Не пойму, как эта логика им недосягаема, блядь. Непонятно для меня никогда. Ну, такая, друзья, статья. Дикуха полная.
Ицхак это прозвище Зеленского. Ежак это Ицхак. Ну, они дают. Думаю, по головке их, наверное, не погладят после этой статьи. В Киеве суета знатная. Суета. Фух, короче. Технологічно треба питати спеціалістів, а фізики-ядерщики з'їбали в Берлін. Будем наконечники стрел в плутоний макать. Отправим фурой. Ха-ха. Проведем голосование в ДИЕ по подрыву Житомира. Я, честно сказать, реально, догадываюсь, что сложности есть. Для меня в полный рост политические сложности. Политические, внешнеполитические риски, они для меня в полный рост. И они, думаю, превалируют над технологическими сложностями, поверьте. Я их уже озвучивал. Да, не вигадуй нас, мужики на гаражах. Соберуть тоді будь-яку бомбу, тільки гайд з інтернету скачають. Да-да, ми чуть-чуть повернемо з землі, і вся ваша Америка утонет. Да, бомбанули Нацбанк, Мосбанк, все бомбанули. А шо, кстати, баллистика? Я, блядь, тебе скажи, слышь, чтоб сразу на Кичу поехать. Я не знаю, я, честно говоря, первый раз слышу, о чем вы говорите. А дальше файлы для 3D принтера будут. К документу прилагаются. Банкнотно-монетный двор. Ну, там у нас голяк. Там уже все украли. Если это правда, и это уже слито в СМИ, то шансов, что разработка пройдет мимо глаз США, нет, по-моему. Я думаю, хер вообще, что в этом мире может пройти мимо глаз США, честно тебе сказать. Пойдите, найдите глаза поглазастее, посильнее в этом мире. Я думаю, нет в мире сильнее силы разведывательной, чем США. Так що я да. Блять, пізде, Анджей Дуда втратив кінчик пальця під час відпочинки. Після травми під час відпочинку держсекретар канцелярії президента. Нещодавно Дуда з'явився на публіці з бандажем, накладеним на 2 пальці правої руки. Польські ЗМІ звернули увагу на пухлий і вкорочений середній палець та припустили, що травма могла статися під час ремонтних робіт. Ну, блядь, да. Переходим на крипту, закупаемся битком. Да, друзья, объявление для всех поднявшихся на биткоине сейчас. Пацаны, откиньте немножечко крипты. Я часто фантазирую, что если бы я свои 300 долларов, да, в биткоин вложил, это я какие сейчас бы бабки поднял, бля. Если бы вложил в прошлом году, в смысле. Я вам рассказывал все время, вот на ум приходит разговор, я когда покупал кресло, вон оно стоит, блядь, мужика, который продавал хату какую-то Бабкину, ну, кто часто бывает в Киеве, на Голосеева. Бабка умерла, хату продают, и вот мы с ним носим эту мебель, он говорит, ты видел, бля, как биткоин пиздует, вот это была у меня идея тогда, вот купил бы я на 60 баксов, сейчас бы уже, блядь, на Тесле ездил. Я говорю, да, блядь, оно не так нихера, на самом деле, чуть бы там вот эти были игры курса, не выдержал бы, продал бы, и сейчас бы грыз локти. Я ему сказал тогда, да. Но есть глаза, которые могут посоперничать с американскими. Израильские глаза — это американские вместе с их там незначительными, я так вижу. Ну, я вот думаю, моя позиция понятна. Я всегда ее повторял про ядерное оружие. Сосок буде, на соска задонатили, сосок, звісно, буде, друзі. Чё вы, остоёбики? Как ваше выживание? Долго собираетесь еще оставаться? У нас договорняк, блядь. Вижу, обсуждаете очень интересные темы. Плутоний, носитель, средства доставки. Да-да. Ха-ха. Мы молимся ядерному богу, дорогой. Это эти, помнишь, дети атома? Вот это их бомба, блядь, она ляжет в центре Житомира, естественно. И, ну, там будет вот это мегатонна. Будем там ходить, думать над тем, как, блядь, получилось неловко. Там Экономист написал, что готовятся региональные выборы в областях. Ты знаешь, я этому посвятил добротных 5 минут новостей. И четенько все сказал, как мне кажется. Ладно, друзья, я просто не хочу начинать смотреть Олега Соскина, бо на нем точно стрим закончится и все разойдутся. Давайте перекурим еще. Пообщаемся с вами на тему того, как вы любите Стаса и как просто и хотите, чтобы он дожил до старости счастливую и богатую жизнь. И как докурим, так начнем смотреть Олега Соскина и его положение о том, какая же нам всем жопа. Светов. Светов светит, а Светов светит всім одинаково. Да, людоїд хоче вбити звичайного глядача китайфонів за його політичні погляди. От вам и НАП, да. НАП это вообще очень все интересно, вы знаете.
А правда, что каждый мужчина хочет большое пузо, крузак, дачу с мангалом и шашлыками 4 внуки? Ну, честно признаюсь, вот крузак сотку старую хотелось бы, блядь. Какая машина? Вот эта машина, умели делать машины. Но это же недосягаемо. Они не дешевеют. И никогда таких денег не будет. Видел 5-секундный ролик в ТГ, где Кашин рекомендует знакомиться с девушкой, начиная с того, что ты смотришь Кашина. А какие твои советы, Денчига? Ага, а я не знаю, Даллас, ты же не в Украине, да, наче живешь? Я не знаю, какие там у вас девушки и как с ими знакомиться. От девушки зависит. А чтобы понять, какая она, надо заговорить. На это же, ну понятно, недосягаемая для нас величина. Величина, высоты недосягаемые. Лехус надо брать. Надо поменьше, блядь, мечтать. Мечты мозг разлагают. И мотивация жить пропадает. Цените то, что есть. Я вот сегодня ходил, качки бегают, блядь, вода есть, тепло есть. Шифер приехал. Ти не фермер, те ніколи в житті крузака не буде. Крузак і сумка з пістолетами. Россия обладает 92% мировых запасов сериалов про ментов. Ха-ха. Е-крузак, сотка, арабская версия в Одессе, иначе классный стан. Да они бабок стоят, неземных. Я молюсь на ту машину, которая у меня есть, семерка. Кстати, сегодня залазил в нее. Мыши опять в нее. Если не ездишь, мыши заводятся. Что делать, решительно непонятно. Буду мышеловки ставить. Иди на поклон до Андрія Борисовича і буде в тебе крузак. Не зовут, братан, не зовут. Не зовут и нет таких подвязок. Я ж кажу, я знаю только сына Ющенко. И то, это я его знаю, а он меня нет. 1015, да сейчас, 1030 стоит. Не, ну 30 я, наверное, загнул. Реально там до 20. А коты-то для чего на подвір'ї? А им фиолетово на мышей, они не умеют что-то. Да не можете, не способны. Чувак, у меня мыши в хату заходили в хату. Нихуя. То есть их охотничий скилл как выглядит? Прийти, понюхать, значит, где эта мышь там тусит. Лапой попугать ее и все. Никакого толку. Абсолютно с них. Я ставил мышеловку, гильотину и только так поймал. Гайда. Когда же уже закончится гайда? Ти менше думай і більше ходи на поклон, бо поки тільки думаєш, ніхуя не буде. Ну так треба думати, щоб вам щось говорить. То приходиться думати. Да я и голодом морил, чтобы они мышей ловили, без разницы. Моя мыша в хате тупо сдохла. Бывает такое. У меня так крыса когда-то сдохла. У меня еще крыса-качок терроризирует. Часто ходить на поклон можно голову разбить. Так не зовут ни на какой поклон, пацаны. Некуда и некому ходить. Там все занято и плотно утрамбовано. Російський обстріл пошкодив знімальний павільйон мастер-шефа. А ты спрашивал. Да, и мне тоже интересно, что кто это в Украине смотрит. Ну, наверное, такое же бичье, как я там, да. Ну и вот эти пацаны, мечтающие подняться. Смотрел обзор на украинском канале, давно подписан, но он перешел на мову уже. Машин обзоры новых, да. И смотрел тоже обзор вот этот, ну так, перелистывая. Toyota Land Cruiser Prado новый, да. Интересный дизайн. Ну там деньги недосягаемые честным людям никак вообще, в принципе. Соскин, он вот-вот, тут вот, дышит в затылок, упирается в попочку. Сталкер 2 будешь проходить? Эктор Путин уготовил еду, пришел час расплаты, перепутали, да, его? Радуют реально в жизни комментарии на ютубе. Я ими богат. Там, где вот эта сука, чмо, матерится опять галимая. Какие-то улюбленные анекдоты облача. Никакой. Я посмотрел, кстати, системные требования сталкера. Он только на самых минималках у меня пойдет. Но я что-то не горю желать. Вот у меня есть подозрение, что там будет псевдосвободный мир. Меня это страшно в играх вымораживает. Не, ну когда тогда он был в сталкере, то было вообще, блядь. То была бомба. То была бомба. А сейчас уже, конечно, будет не очень. Мы уже затянули пояса на обезьяну, на Вуконг. Люди пишут в чате, давайте следующий слайд. Ха-ха-ха. 2 неловких поворота и уже ебут Федота. Трамп с Байденом встретились, вроде мирно поговорили, а что, должны были друг другу бить морды? Байден уже сорвался на кого-то журналиста, уже у него все порядок. Типа как в Бібізяні, типа как в метро. Порадь ще пару цікавих фільмів. Монзун записав, ну Монзун нормальный по интересности средний, я бы не то что сказал. Ну занудный такой, депрессивный. Просто Арестович на него сослался, я его вспомнил. Ну не часто он где-то всплывает. Ну не знаю, похож на Монзунт еще экранизация киевлянина Булгакова «Бег».
фильм «Бег». Недавно пересматривал по войне «Иди и смотри». Совершенно по-другому пересмотрелся фильм, совсем другие сделал выводы. Он Комдор в чате, мы с ним вспоминали, что я смотрел, но это фильмом сложно назвать. Это, ну, компиляция кадров, не знаю, ну, документалкой тоже не назовешь. Называется «Государственные похороны». Фильм украинского режиссера Лазницы про похороны Сталина. Абсолютно, блядь, страшный фильм вообще. Страшнейший фильм. Еще у него есть, как-то называется, тут не помню дословного названия, это фильм, который я хочу посмотреть у Лазницы. Обыкновенность разрушения или как-то так, но мужик Комдор в чате напишет, он про бомбардировки союзниками Германии. Но уверен, что тоже буду в шоке, обязательно выделю время, посмотрю. Не, стоит, вот иди и смотри, стоит пересмотреть, потому что я раньше тоже, ну и там и находясь под влиянием отца как-то и так, тоже смотрел на этот фильм как, ну не понимал до конца приукрашенности иди и смотри, типа, ну явно, что война в извращенно дикой форме показана. Сейчас я только понял смысл этого высказывания, то есть, что тут вопрос того, как ты ее воспринимаешь. Может, она там и не такая ужасная, но на эмоциональном уровне она именно воспринимается так. То есть такой вводящий в ступор ужас. Короче, совершенно по-другому посмотрел на этот фильм и понял очень сильно высказывание. Да, еще смотрел про... Это тоже фильм «Лазница» и тоже состоит из, ну, как это сказать, ну, документальных кадров, да, съемки. Называется он «Аустерлиц». И он про... Он про туристов, которые ходят по концлагерям, да, как по музеям. Тоже очень, очень интересный фильм. Еще я всем советовал, тоже интересно на реалии Украины все время накладывать этот фильм. Фильм про деколонизацию в Африке. Тоже в псевдодокументалистском жанре. «Адьё, Африка» называется. Очень хороший фильм. Ну, такая, наверное, железобетонная классика этого жанра, не знаю. Гонзы журналистики или как. Что-то там история разрушения. Да-да-да. Обыкновенная денацификация. История человеческого разрушения или как-то так. Я так понимаю, последний месяц не душат ракетами, только шахеды пускают. Ну, пугают ракетами. Сегодня ракеты запустили. Под утро. Но Бибизяну будем играть, бо я купил рубашку эту китайскую. I'm Tabless от тебя, как от богатенького заграничного Буратино, ждем. Ждем финансовых поддержек. Также ждем их от криптомагнатов, которые поднялись. Да. Естественная история разрушения, фильм «Лазницы». Да, но это то, что посмотрю. Хиросима, любовь моя, тоже хороший антивоенный фильм. У него еще есть фильм «Процесс», советую. Невозможно найти. Я понимаю, о чем ты. Тоже долго пытался найти. Тема интересная. Если знаешь, где найти, то кинь в личку на трэч. 3 фільми обов'язкові до перегляду. 5 бутилок водки. Зеленый слоник. Зам Маркса. Ну, 2 смотрели. Мы бы на GeForce Now пройти обезьянность там совсем слайд-шоу. Да нет, там играбельно. Не, ну пацаны, мы называем хорошие фильмы, а не типа фильмы просто про трэш какой-то в истории, там про Нанкинскую резню, про отряд 731. Тут не то, что у меня какое-то там детское желание вас шокировать каким-то ужасом, да, трэшовым. Не, ну важно, чтобы в фильме высказывание было. Условно, в государственных похоронах нет там какого-то трэша, мяса и какого-то там... Просто это страшный фильм о тоталитаризме. Он для людей «Апокалипсис» сейчас самый лучший фильм про войну. Я не знаю. Хороший фильм тоже, если говорить об этом, хороший фильм про войну. Особенно в нашем контексте, как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу. Доктор Стрэнджлов или как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу. А шо, нема нигде в интернете его я не нашел. В любом фильме есть высказывание, конечно. В фильме, блядь, «Горячие головы». Я, кстати, да, огромный любитель всех фильмов с Лесли Нильсоном, они охуенно крутые. Ну, я вам уже говорил, у меня такая специфика памяти, может, из-за черепно-мозговых травм. Но такая специфика памяти, что я все забываю, особенно фильмы, полностью стираются из памяти, и поэтому я часто могу позволить себе, ну, условно, раз в год пересмотреть фильмы с Лесли Нильсоном и смеяться, как в первый раз. Всех голых пистолетов, аэроплан. Могу смотреть любимые фильмы с Бароном Коэном, да, Бараты, Диктатор. Доктор Зелав, или как я перестал попрошайничать и создал грязную бомбу. Я не хочу обосновывать про апокалипсис. Фильм хороший. Ну, то есть, блядь, очевидно.
Шедевр мировой. Просто тут вопрос вкусов, наверное. Наверное, как раз из-за того, что так все его любят, то не занял то место, которое мог бы. Да, хороший фильм «Девятая рота». Вот «Груз 200» я вспоминаю как документалку. Ну, как-то, кстати, фильмы Балабанова мне разонравились, не знаю. Разонравились. Из последнего, которое я посмотрел, это было «Я тоже хочу». И уже, блядь, реально не помню своих эмоций. Про уродов и людей просто хороший фильм, но не знаю, не то, что там, блядь, сверх. А, ну, «Жмурки» хороший фильм. Наверное, взрослеешь. Пацаны, как вам игра? Spec Ops The Line. Перший раз чую. Ден, якщо сталкер то і придбаю, ти пройдеш на стрімі? Ну спробуємо. Если придбают, если он упадет с неба, то грех не пройти. Да, кстати, вот это надо в муботе переделать. Не дарите мне Викторию 3, нахуй она мне не нужна. Я вон сейчас в вот реально, что делаю? В Евротрак езжу на грузовике. Вот сижу и думаю, боже, какой же я идиот. Я просто сижу и трачу время, просиживая сраку в перевозке грузов. Ну, все равно так приятно, едешь. Такой себе ман надрочил. Я просто последний раз очень давно играл в ETS. Там сейчас такие вышли обновления. Но для этой игры это прыжок. Игра 12-го аж не года, по-моему, 2012-го. Представьте, на траке зеркала не настоящие. Камеры, которые выводят изображение на экранчике. Я охуел. А мог би в жизни ехать на мане по Європі, да, і ссать в бутилку. Все, що завгодно, тільки б не робити сарай качкам. Все упиралось в то, що надо завтра робити, по холоду придется выйти там, бля, и мусолить эти терсоплиты. Все упиралось в то, что не было... Все упиралось в то, что не было стройматериалов. А Хойка? В Хойку в утюги я играл только в третьей Hearts of Iron 3, и их я ценил очень высоко. Классная игра, реально. Четвертая что-то, блядь, и выглядит хуёво, и что-то я им не доверяю. Срать в коробку. Ну, я вот не знаю, срут ли они в коробку, но то, что ссут в бутылке, это известный факт про дальнобойщиков. Так, ну вроде все фильмы были посоветованы, значит нужно переходить к высокому творчеству Соскина. Сруть, я верю, что сруть. Я думаю, у каждого есть знакомый, который в Европе сейчас ездит на грузовике. Хотя это зависит, конечно, от ваших кругов общения. У меня, честно говоря, есть одна такая мечта в жизни глобальная, но она, блядь, ну реально невыполняема. Вот недавно смотрел, как Мэдисон во что-то играл, а играл он не во что-то, а в Don't Scream, да, игра, помните, мы тоже в нее играли, там хоррор, где типа микрофон подключен, и важно не издавать громких звуков, а быть потише. И ему там скидывали смешные мем-алерты вот эти. Было довольно смешно, и он сказал смешную концепцию игры, предложил, где, ну, тоже микрофон подключить и анекдоты, чтобы были и не засмеяться. По-моему, это очень круто. И вот какая простая концепция, какая удачная. Это просто очень связано с моей мыслью, что вот у меня такая есть одна из мечт глобальных в жизни, это вот бы создать стратегию, да, ну, политическую. Ну, там такую, как «Кризис в Кремле» по концепции. Очень удачная игра. Хотя, ну, недооценена людьми, наверное, может, сильно запарная. Но я бы в нее внес много таких именно специфических изменений, чтобы отразить проблематику державного управления. Но эта мысль не свежая, то есть тоже встречал единомышленников. Побіг з України, де пан президент полює за коштами для підтримки українського війська. Такая рыгота, блядь, это какая-то там РТшная, Раша Тудейская какая-то залупа типа придумала, и это смешно, да? Такая хуйта. Кстати, как-то пропустил новость о том, что наши потужничи за кордоном... Кстати, стойки, это же, наверное, ты был, это вроде в Дублине, да, было? Сорвали выступление Юлии Навальной. Молодцы. Это Родина не забудет их подвиг. Я надеюсь, их наградят всех медалькой. Выпускаем. Чиназы Саундтресс. Денис, кто вы по происхождению? Есть ли грузинские корни? Грузинских нет точно. Но какие-то горские, может, есть. Аварские, да, там ингушские какие-то или что-то такое. А все предки мои, каких я знаю, они русские, украинцы. И все. Два неловких поворота и уже ебут Федота. Смешно. Смешно. Ну реально смешно. Еврейский, если надо, найдем, ты знаешь, Влад. Денис наш западенец. Скажешь, шпацируй нахуй, фигнячок. Революция ест своих гоев или как там было? Да
зачем так приукрашувати? Зрада, зрада, поток зради. Скільки він буде сьогодні тривати? Сьогодні зради не буде, сьогодні будуть, блять, одні перемоги. Вас лично отстирывает глава Донецкой империи Пенис Душилин. А ты знаешь историю, что у Дениса Пушилина есть брат? У него фамилия Овчаренко. Не помню имени. И вот их семья, она так разделена, что брат его, он за Украину, он политрук, представляешь? Драматично. А может ты сам Пенис Душилин за Украину? Ну да, он же говорил, что чмобики расходный материал, может и так. Денис, можешь новый пользователь чата говорит, Денис, можешь посмотреть, Такаев собирается сбежать из страны? Не могу. Шо, Пенис Душилин брат Овчаренки? Ну, Донец город небольшой. Окрім цього, пан Умеров, міністр оборони, розповів вчительці, що Міноборони намагається змінити парадигму, щоб служити в армії було честю, а мобілізація не сприймалася босифікацією. Ох, довго прийдеться много усилий прикладувати к этому. Я свою пісню вже переюзав, коли дивився хентай, а на фоні грала пісня Трамп One and You Know It. А, ну да, понимаю, о чому річ. Понімаю. Короче, є новина замовного активіста гея. Да ти гониш, не може бути такого. Його ще й, ну, не забаранили, а босифікували по проханню пана Гавнула, так сказать, прибрав конкурента по декомунізації. А, така новина. Провід, говорили про мовного інспектора? Да не особо, мы только собрались. Что там говорить? Вообще, вроде как пан Ганул изнасиловал одного мужчину. Может, поэтому так как-то этот гей ему понравился. Україна почистить свою націю, расу, треба казати, свій генофонд за рахунок виїзду громадян за кордон, боец Азова. Ну так, а що ти хотів? Как к Трампу относишься в целом? Как к факту реальності неізбіжному? Дешендиру пише вчора, на моїх очах відбувся показний приклад мобілізація, не сприймалася бусифікацією. Чувака по виду алкоголік чи наркет запакували. Довго провоює? Ну, провоює. Старый Чоппер спрашивает, Денис, как считаете, нужно ли было сразу еще в 22 году ставить страну на военные рельсы с полноценной мобилизацией, а не вот эти 2-3 месяца? Можно было бы трудовую повинность еще ввести, чтобы девочка не латте варила в кофейне, а помогала мины для минометов клепать. Тогда ведь все были сплочены. Тогда бы мы, наверное, уже сейчас проебали, блядь, потому что закончилась бы поддержка власти какая-либо. Касательно усиления мобилизации в начале... Не знаю, были ли к ней ресурсы. Опять-таки, это не щелкнуть пальцами. Требует много административного ресурса и так далее. Я не уверен, что он у них был. Что спасло вначале, это поддержка западная в большем объеме, чем она была. Тогда не надо никаких ни повинностей, ни хуинностей. Достаточно было Украину всего лишь навсего забросать бабками и оружием. Можно было вообще обойтись без всяких там... Вначале было слово. Смешная штука наша жизнь. От бесифицирують тебя в Одесі і будеш під пісні шамана їхати в ТЦК. Читнув ТГ Орістовича за те, що переводив вояк повна хуйня, а командири боги, все ж таки він більше гнида, чим Дубінський. Прям чисто сырников из кадетов. Я не согласен. И когда-то просто уже высказывались ровно на эту тему еще до Арестовича. Про рейтинги командиров, и что это такая ведь скорее тупиковая. Я здесь скорее, ну то есть, блядь, понятно, что я-то в армию не вовлечен. Могу только... Важно избежать этических оценок здесь, да? А попытаться подойти с точки зрения там целесообразности. Ну, если мы пытаемся понять, что лучше, что хуже. То уже на эту тему высказывались и про такие разные демократические инициативы в армии. В каких еще странах они практиковались. И чем это закончилось. Не зря он то ли эту новость, то ли другую проиллюстрировал кадрами из фильма «Монзунд». Советую вам. Фильм хороший, «Монзунд». Про флот во время революции. Привет, котики, привет. Котики. Котик-муркотик. Мурло. Коли ядерка, як тільки, так зразу. Ставим офисы на военные рельсы. Да, вместо колл-центров, блядь, все будут делать руками мины. Привіт, з чого міни будуть робити? Руками з этих, з комплектующих. Мне какой-то тикток кидало, где люди делают, ну, какие-то заряды для дронов в квартире, блядь, тупо... Да, и они ее затянули полиэтиленом, сами оделись в защитные костюмы. Соседям сочувствую. Есть ли надежда на что-то лучшее? Ну, честно говоря, не особо. Но... А что тут стоило ожидать? Это не повод расстраиваться и отчаиваться. Ну ты радиобир и спросишь, как по-твоему? Радиобир.
Ну, типа радио пива. Как по-твоему, в чем схожесть и различия Путина и Лукашенко в плане правления? Ну, есть разное, а есть і похоже. Ха-ха. Бачив новину про якогось чоловіка в обіцяних джинсах. То просто так свет упал, блядь. Так свет упал і все. Но грошима нас і так закидують. Нам кожного року з гвинтокрила скидають по 50 мільярд доларів, а не наші 5 і 5 ефективних менеджерів на чолі з наших діп-чиновників вирішили, що війна в другому плані фінансувати ці кошти і не потрібно. Якби вони увели режим економіки, як при дурі світовій, при їх компетентності і етиці, то ми б провоювали ті самі 2-3 тижні, а після підняли білий прапор. Мало як бросають денег на столько, щоб украсть нельзя было. Ну, не влезло бы. Я не понимаю, все эти любители военных рельс просто хотят, чтобы их заставили 16 часов пиздячить за еду, то вам, бля, не дает. Да переоценена сильно ефективність таких мер. Чиновників і матрасів у нас дуже багато, а так закидати грошима ні в кого не вийде. Не певен. Чув, Денис, що там ніби Стерненка сьогодні в Одесі все-таки мобнули. Ні, то все переплуталось. Офицер в Голосеевском ТЦК наконец-то исполнил головне гасло Майдану. Куля в лоб, так куля в лоб. Ну, во-первых, не Голосеевского, а куда более жирного Печерского. Во-вторых, ну да. Что-то, видимо, там... Что там с деньгами произошло? Ядерка. Знову новина про ядерку. Ну, ядерка. Если брать конкретно женскую трудовую повинность, то не переоценена. Это освободило бы бронированные мужские места. Ну и частично пригодные могли себе найти место в оборонке. Лишь бы минимальный выбор давали. Опять же, я говорю в аспекте начала полномасштабки. Просто вспоминаю тогдашнее поведение и чувства людей. Сейчас понятно, что уже это нереально. Если брать конкретно женскую трудовую повинность. Ну да, если брать, то да. Брать так брать. В Киеве на вокзале паковали мужика. И СМИ переобулись на ходу и выдали какую-то кринжовую историю, что мужик в троллейбусе украв телефон. А на выходе «Віддай сало». А на выходе его уже ждал наряд. Вот это работают. Страна может спать спокойно, может. Но если дают, то надо брать. Я ебу, блядь, ну это уже какая-то, сука. Что там с той повинности? Ну не, ну может что-то и есть, блядь. Что-то я недооценил вообще степень потужности в чате. Как-то это представлял себе легче. Хвальдімір или Андрюха. BBC розкрила історію секретного кита з Росії. 5 років тому він з'явився біля берегів Норвегії з нашийником і наробив галасу, бо його запідозрили у шпигунстві. Кита назвали Хвальдімір, поєднавши норвезьке слово «хвал», що означає кіт, з ім'ям Путіна. Андрюха мені більше нравиться. Приплив Андрюха. І, здається, BBC дізналися, ким насправді він був. Русський воєнний дельфін, іди нахуй. Я пердолі заблав по Харкову, колега розказував, що Мосфільм там знімають з особливою потужністю, хоча 99 фейки. Да, Мосфільм працює, сука, така. До Нового года осталось 49 дней. Да, я чувствую, що, блядь, морози будуть морози. Та які тут новини? Трамп прийшов і всі будуть його обкашлювати ще з місяць. Ну да, про це ми вже говорили. Можливо, за останні дні штани Сперменка можна згадати, крім Трампа. Ну, чого ти так без поваги говориш про людину, на якій тримаються усі дрони України? Дуже значущий вклад він робить в перемогу. Вот, блядь, возвращаюсь к старой мысли, то есть, с одной стороны, я вам все время говорил, но это вопрос нашего восприятия волонтерства. Что в целом мы должны понимать, что люди собирают бабки, часть берут себе, но при этом пользу-то они приносят. Но в то же время я говорил, что для явления как такового гражданского общества это вредная роль, когда это самое гражданское общество берет на себя какие-то задачи государства, а конкретно отъем денег и распределение его там, в том числе на оборону. Во-первых, разница в цифрах колоссальная. То есть, если посмотреть там самого потужного Стерненка и его сборы, да, финансовый их объем, и сравнить с объемами, которыми оперирует государство, мы узнаем, что разница земля и небо. И то его там сборы, даже сами потужнее, это капля в море.
Это раз. При этом выдается это так, будто бы это намного эффективнее от просто отъема денег государством и распределением его. Хотя, по сути, это обстрижка 2 раза. В то же время для реального гражданского общества это еще и, ну, смещение фокуса. Вместо прямой задачи гражданского общества, это контроля за менеджментом уже отнятых у вас средств налоговых, да, оно начинает распыляться и заниматься, ну, опять-таки, брать вот эту роль параллельную государства, зарабатывать таким образом бабки, там, влазить в схемы. Это разлагает гражданское общество вместо его прямой роли контроля за государством и тем, как оно распоряжается деньгами. Одни минусы. При этом еще и люди параллельно себе политический вес заколачивают. Так что та мысль не стареет все-таки. И была правильной. Рамзес пишет: стало хоть чуть-чуть интереснее обозревать мировую говноматрасию после выборов. Ох, друг, ты знаешь, я уже давно утратил вкус по этому поводу. По-моему, движ хоть и вялый, но более динамичный, чем раньше. Наверное. Для меня просто это уже как-то не критерий. Хтось сьогодні зранку чув хлопки в Києві, но люди чули, я тоже проспал. Какая осень в лагерях бросает листья на запретку. А я кричу, кричу шнырям, пускай лежат еще недельку. Да, Бредик не пишем. Потужно потух Бенек. Весь мочевой пузырь держится на стене. Ну вот свет так упал. Вас мочой на штанах отвлекают от реальных вещей. От того, что на існує благодійного фонда, например. Да. Ты знаешь, Олдчоппер, просто давно ушло то время, когда мы на этот счет рассуждали. Однозначно. Керівництво нашей державы сделало ставку на внешний ресурс, а не на внутренний. Дело даже не в трудовых повинностях, то крайние меры, опять-таки, эффективность их еще надо доказать, разного подневольного труда и так далее, а не нормальной экономики и попытки ее сберечь. Но просто все остальные их решения, политические, да, то, как они решили обращаться с обществом, они совершенно не делали ставку на то, что им нужны будут эти внутренние ресурсы, в первую очередь политические, не терять поддержку, это самое важное. Для того, чтобы проводить какие-то решения. Мы просто это время давно ушло, когда мы об этом обсуждали и это критиковали. Они вели себя изначально, решили вести себя как победители, будто бы Запад их реально закидает бабками, и можно будет этими бабками заткнуть все дыры. О, неужели это оказалось не так? Дубінський все ж відмежувався від Гурівця і сказав, що в борделі я не сліжу реально, там не втягували, фокус не вийшов. Цікаво, як це непосредственно, как пост сам выглядел. Так я говорю, что сейчас поздно, но выводы можно же сделать. Так а какие? Я им и без этого мог выводы. Ну, мы их тогда и делали. Просто где-то это явно упиралось. Ну, тут и вопрос, да, вот этого меньшего сопротивления. Где-то это упиралось в ограниченность ресурсов. Но где-то никто их не заставлял так растрачивать свою поддержку, никто их не заставлял загонять общество необязательными какими-то вещами в таку яму. Фінансовий об'єм волонтерських зборів може і крихітний проти державних витрат, але цей потік спрямовується у правильні місця і дуже ефективно, откуда ми це знаємо. Зараз на фронті 90% дронів, майже усіх типів, це волонтерські дрони. Вони є зараз основним способом ведення війни зараз. Так це відволікає увагу від ніби основної задачі, не ніби, а реально основної задачі громсуспільства. Але по-іншому, мені здається, у нинішній момент ніяк. Понимаешь, просто же они сами создают эти условия. То есть вместо того, чтобы заставлять державу этим заниматься с большим объемом средств. Сука, ну вот что это за хуйня? Да, учитывая, что у нее большие объемы средств, и они могли бы это делать эффективнее, но просто потому что бабок больше. Они сами как бы создают такие условия державе, да, что можно этим не заниматься. Нахуя волонтеры сделают? По-моему, так очевидно, что ни хера ж тогда не будет. И им выгодно, они постоянно на каждом шагу, как Стерненко, когда за него взялись, кричат, что я обеспечиваю 100% дронов для армии. И тем не надо напрягаться. По-моему, это сложно назвать каким-то эффективным взаимодействием. Потому что, ну, не совсем верные интересы получаются, да. И у гражданского общества, и у тех, кто занимается менеджментом наших денег. Опять-таки, тут еще вопрос проверяемости. Чё и как там куда расходится, Дешиндеиру.
То есть доверять честнейшему человеку, который прошел столько перетрубаций каких-то откровенно криминальных, я не могу. Ну от, щось я таке і маю на увазі про розслабила булки, при том, что это же как раз и есть там задача гражданского общества давить на них, чтобы они булки не расслабляли, при том, что бабок-то у них больше. И это было бы эффективнее, потому что они не собирают их как попрошайки, да, не побираются, а они их отнимают, не спрашивая. То оттуда такая эффективность этих сборов ими денег, да. Я просто к чему, что если гражданское общество, оно превращается в параллель государству, да, как государство, там и те же болезни сразу появляются, и заинтересованность та же. Там они заинтересованы бороться с коррупцией, на этом делают имя. А здесь они уже не заинтересованы, здесь они уже и заинтересованы писать, что они все дроны обеспечивают армии, и уже и финансовый интерес такой же, как и у государственников появляется, да. Потому что вопрос, ты уже занимаешься менеджментом денег крупных. Это как мини-казна на добровольных началах. Тонны писанины и отчетности. Что проще их на полке оставить на черный день и пустить в ход волонтерские, за которые не надо ничего писать. Ну да. Хотя бы комплект одежды для рядового солдата. Да-да. Ну да, мы уже это уже тоже вспоминали. Одеть обуть. А если ты никто, хер ты оденешься, обунешься. Реально деньги занимать приходится людям. Куча каких-то подразделений, которые собирают на какие-то вещи вообще первой необходимости, медицину. Носилки, одноразовые перчатки, шприцы. Это даже Ты веришь, что может быть внешний аудит расходов западных денег? Честно говоря, не сильно верю, потому что кто в этом заинтересован реально? Ну, типа, нужна политическая воля и желание доказать, что в Украине все деньги украли, чтобы ее не спонсировать. Вряд ли они заинтересованы ее не спонсировать. Я так скажу, вряд ли они заинтересованы в снижении престижа Украины в глазах своего электората, своего народа. Ну, на данный момент я так вижу. А этот аудит, он только с этой целью может быть создан. Я думаю, это все просто полить в уши народу, что да-да, мы проверим, разберемся. Просто они перед этим говорили, кто-то из них, что неэффективно там тратятся деньги. Ну и тоже я там не то чтобы хорошо разбираюсь в том, как реально американские деньги там в Украине-то реализовываются. Ну, то есть военная помощь, тут все просто. Эти деньги уходят на американские заводы туда, и, ну, они нам поставляются уже не в виде денег, они поставляются уже в виде техники. Тут никакого аудита бессмысленно проводить. Ну, я уверен абсолютно, что ее никак не продают, потому что большинство границы Украины это фронт или проверяемое Черное море. Ну, и Америка, думаю, этот вопрос хорошо отслеживать. Ну, то есть, если говорить о такой дикой вещи, как продажа оружия или техники. Ну, и вы сами видите, тут все на счет, оно там, ну, его не миллионы, блядь. Нечего особо продавать. Все в дефицитах. А что уж где-то и пропало, то пропало. Было уничтожено и так далее, да. Ну, то есть, то списать легко. Остальные финансы тоже выдаются под какие-то условия, там, как гранты под что-то, ну, то есть, там довольно их сложно украсть. Это из нашей казны легко уже воровать, там, ты строишь что-то, завысил то, завысил это. Ну, там деньги украинские скажут. Другое просто, что эти вещи связаны, очевидно. То есть, растраты нашей казны, коррупционные ее расходы, дефициты нашей казны, их потом надо компенсировать помощью. Это уже другой разговор. Но опять-таки нужно понимать, что не только США спонсируют Украину, еще Европа. То есть про тот аудит денег речи не идет. Так с тем же Шабуниным. Так борец с коррупцией, но посмотрите на его доходы. Олдчоппер, просто не нужно воспринимать наивно борьбу с коррупцией, что это такая секта, антикоррупционеры, у которых вот основная какая-то сектантская ценность, нулевая толерантность к коррупции. И вот они такие, типа, им вот все, только не коррупция. Это, блядь, не так, нет. Это просто такой вид политической силы, такой вид инструмента. Такой инструмент по зарабатыванию политического капитала и так далее. Важная часть таких молодых демократий и их баланса. То есть не стоит просто к этому так относиться. Продать могут стрелковое оружие и боеприпасы. Попробуй найти. Как? Ну как их продать? Как? Половина границы – линия фронта. Еще половина границы – страны НАТО. И один порт. Ну, то есть самое логичное продавать через порт. Все проверяемо на каждом шагу в море.
реально ни одного, не Russia Today, а реального материала западного про продажу оружия не видел. При том, что реальное какое-то оружие, да, оно там вообще посчетное. Танки там и так далее. Я молчу, що всього дефіцит. Всього дефіцит. До речі, підмітив, що блогери, які типу за мір, я таких не знаю, трохи почали не все так однозначно. В разі заморозки війни втратять аудиторію. Як думаєш, наскільки повпливало на твій онлайн? Не знаю. Ничего не могу сказать. После войны Украину ждет же какие-то жесткие политические процессы и так далее. Я думаю, что все сложно в этом плані. Якщо громсуспільство перестане купляти дрони, то це має заставити якось купляти їх державу. Не якось, а це громадське суспільство, которое оно просто должно было сделать своим хлебом не замену государства, роли государства, а то, чем и должно оно заниматься. Оно должно было сделать своим хлебом, опять-таки, источником по зарабатыванию политических очков. Ну, не борьбу с государством, ну ты понял, да, что имеется в виду. Работу по улучшению государства. То есть, как бы, как ти пишеш, якось, не якось, а з їх помощью. Швидше за все, що так зробити, то не буде дронів ні від держави, ні від громсуспільства. Ну, якщо для вас все решено, то окей. Понятно, що це, як обо всем я говорю, плод типа тяжелого труда. І тут не переменные 0 единица, а, конечно, ну, сделать лучше, а сейчас хуже, да, то есть это, конечно, градация, а не 0,1, да, а не да, нет. Это раз. Два, опять-таки, мы сейчас так это рассуждаем, будто бы это абсолютно, типа, истина доказанная как-то арбитрарно об их эффективности. Опять-таки, такие большие деньги, друзья, они способны ломать стены, они способны создавать эхокамеры разные. Такие огромные бабки, ну вам ли не знать. И посты написать тоже за такие деньги можно. Что там все правда, все дроны поставляются и так далее. То есть, ну, как-то нужно критичнейше к этому относиться, критичнейше. А как сигареты контрабандой носили? Частные или групповые инициативы? Я не знаю. Вспомнил папу с сыночком, которые везли ящики с гранатами при осмотре полицейского убили. Везли в сторону границы Одесской области. Вроде. Ну, я не знаю. Ну, наверное, где-то растекается по преступному миру Украины. Да, надо же как-то колл-центры охранять, не с голыми же руками, да. Но я думаю, это то, что там пройдет под аудитом, если такой представить. Не стоит же на каждой гранате американской чип какой-то, да? Кому они нужны вне военного контекста? Не знаю, ну мы же не о войне говорим, а о политике. Ну так спробуй контролювати державу у ВПК чи армії. Ні, ну такой вопрос, ну спробуй контролювати, это то же самое, как, ну спробуй тогда дроны, типа, покупать, да, стань масштабным волонтером. Ну, это неприменимо ни туда, ни сюда, никем стать не выйдет в моих там условиях, если вы ко мне реально обращаетесь. Касательно грифу «секретно», это их задача как гражданского общества добиться, доказать и обществу, и нам, а не подыгрывать, как они это делают, доказать, что гриф «секретно», он несет больше вреда. К тому же и рассекречивать не обязательно с адресами точными и так далее, да. Ну, при желании это можно сделать. Опять-таки, отговорки можно находить всегда, как там и народные депутаты, что вот, если мы там декларации будут, то нас разбомбят дронами. Можно это сделать умнее и сложнее. Опять-таки, задача гражданского общества донести это и обществу. Они умеют, если надо, волну поднять, как с этой мобилизацией, да. Я к чему? Это их задача доказать, что, ну, грубо говоря, хотя, опять-таки, исключения никто не запрещает им делать, да, и усложнить всю картину, но если, грубо говоря, доказать, что гриф «секретно», он несет больше вреда нашей стране, чем если этого грифа «секретно» не будет, чем если общество будет больше иметь контроля. Это древние разговоры, когда была война 14-го, да, года. То это же тоже была их отговорка, что мы все секретим, потому что война, а в это время они на том секретном просто бабки воровали. Мене от не дивує, що на війні крадуть, бо по суті на кожній війні так. Але це донат на армію з народу. Часто були такі прецеденти в історії. Ну, мабуть, ні, тому що технології ж розвиваються. Завжди казав, що оця ідея краундфандингова – це свіже явище. Ти ж сам говориш, що це довгий процес по часу. Ну, поки держава буде починати під тиском громадського працювати нормально, то це вб'є дуже багато наших солдатів. То краще, на мою думку, залишити аспект з купівлею дронів, як він є. Если он эффективный, и как эту эффективность проверить и доказать, если они сами не заинтересованы, да, в отличие от того, что они были заинтересованы проверить эффективность державы, себя эффективность они проверять не заинтересованы, и нет таких сил, которые
были бы в этом заинтересованы или могли бы это отстоять, да, право. Ну, то есть пойди попробуй, начни его критиковать, что он где-то вкрал деньги, тебя с гамном смешают. Бо у них вес большой, и медийный, и бабло, понятно, правовой вес в наших условиях, да, какой-то, ну, административный тоже есть. Это раз, а два, ну, хорошо. Ну, тогда все будет идти так, как идет, окей. Все, кавуся допита, а самі холодные, понимаете, хто? Сейчас я... Ха-ха-ха! Кава гаряча. Керівник Луганської ОВА 15-го року, холодний. Браво, стекломой, очень талантливо. Вже краще, ніж 3-2 і реальний ВПК продукт. Не, я згоден, що це, ну, явище, воно, якщо з'явилося, очевидно, що воно з'явилося б тоді, да. Ну, то есть, если оно есть, значит, оно бы было и появилось, и временам отвечает. Просто это именно вопрос перепрофилирования ушлых наших, как мне кажется, каких-то людей, которые все-таки роль в гражданском обществе должны были отыгрывать. Я не могу это назвать эффективным, вот. Эту мысль не первый раз повторяю. Как само явление, да, то, наверное, непогано, да, занимался бы этим какой-нибудь певец, например, то менше вопросов. Перевірка ефективності вимірюється по розміру донатів. Якщо їх підозрюють, як я роблю у крадіжці грошей, то донати менші. З цього ринкового механізму і породжується ефективність. Я, наприклад, кидаю донати лише прямо під розділом. Да, я тоже всегда говорил, что донатьте друзьям, знакомым, там, узнайте, кто из ваших ушел в армию, потому что им намного сложнее собрать, и они реально в этих бабках нуждаются, им там каждые 300 гривен, это что-то с чем-то. Да, но просто понимаешь же, они умеют трансформировать, если говорить о больших бабках, они умеют трансформировать информационное поле так, что вплывают на рынок не совсем рыночными инструментами, понимаешь? Нам дает режиссер, ну-ну-ну-ну-ну, 6 кадров. На-на-на-на-на-на-на-на.